наш царь Мугден, наш царь Цусима. И отец относился к сыну вот как к ребенку. Достаточно неожиданно по предложению Витте его назначают председателем комитета по постройке Транссиба. Наследник цесаревич предпринимает путешествие по России и миру. А никогда нога императора ранее не вступала на борт чужого судна. А тем временем Николай проявлял искренний интерес к японским ремеслам, нравам, познакомился с какой-то гейшей, в хорошем смысле этого слова. Николай вообще пил мало. Так по молодости чуть-чуть, потом совсем мало. Любимый брат Георгий, морской офицер, его готовили как запасного наследника. Кстати, у Пикуля тоже написано в «Нечистой силе», что брат ему завидовал, ненавидел его. Ну, тоже, все это ерунда. Вот. Говорили, что родители его, конечно, все-таки очень любили. Ники его называли. Экономика страны на подъеме. А дальше все пойдет не так. Почему? Дорогие друзья, добрый вечер. Ну, в общем, у кого что, у кого утро, у кого день. А у нас сегодня добрый вечер, потому что записываем мы этот рассказ вечером, поздним, в пятницу, после рабочего дня. Тема, честно говоря, непростая. Я как-то говорил, боюсь браться за 20 век. Слишком это близко, болезненно, тяжело. Память жива. Но это не единственная проблема. События предреволюционные, рубежа 19-20 века, тем более Первая мировая, тем более революция, хорошо изучены. Очень много замечательных специалистов, которые до деталей поминутно изучили это время. Много трудов научных, много воспоминаний современников. Про ордена Нащекина и Михаила Романова, скажу вам честно, рассказывать легче, потому что все это предание старины глубокой. А вот про Николая II, Столыпина или героя нашей сегодняшней передачи Сергея Юльевича Витте рассказывать непросто. Наверное, специалисты начнут ловить на каких-то неточностях. Но ведь наша с вами задача попытаться понять дух эпохи. А самое главное, рассказывая об этом времени, мне хочется не препарировать героя, не разоблачать его, не осуждать, не критиковать за какие-то ошибочные, как нам сейчас, спустя 100 лет, кажется, действия. Но, с другой стороны, не восхвалять, не восхищаться, не поднимать его на пьедестал. Ему это не особо нужно сейчас. Мне хочется, чтобы мы наших героев пытались понять. Понять, в каких обстоятельствах они действовали, почему они принимали те либо иные решения, чем они руководствовались. И тогда эти люди станут нам ближе. И тогда мы на самом деле сможем приблизиться к смыслу изучения истории, к пользе изучения истории 100-150-летней давности. Польза – это попытаться не повторять ошибок, попытаться извлечь уроки из всего плохого и хорошего, что делали наши предки. Вот тогда мы с вами тратим время не зря. Понимаете, специалистов много. Воспоминания о Столыпине, о Витте не счесть, равно как и книг, научных исследований. Но в массе широкий зритель очень мало что об этом времени знает. И мы постараемся этот недостаток восполнить, потому что то, что мы знаем, или как кажется нам, мы знаем, на самом деле довольно далеко от действительности. Материалов о героях наших ближайших рассказов Столыпине и Витте много, а мыслим мы, тем не менее, стереотипами. Надо это преодолеть. Хочется, чтобы мы поняли, что этих людей объединяло. Они оба выдающиеся политические деятели конца 19-го, начала 20 века. Оба яркие, непохожие. Оба такие нонконформисты. И хотя Витте у нас принято не понимать и даже не любить, мол, либерал, какой-то мутный вообще. Второго, наоборот, в последнее время превозносить. Столыпин, державник, консерватор, охранитель, за наших, за русских, памятники ему ставим. Эти ярлыки приклеены не сегодня и даже не вчера.
эти ярлыки срослись с ними. А так ли это было на самом деле? Кстати сказать, наши герои при жизни не любили друг друга. Но вот нужно ли нам сегодня разделять, а тем более противопоставлять этих двух выдающихся деятелей нашей истории? Давайте разберемся. Витте постарше. Он старше Столыпина не сильно, на 13 лет. Но он старше по времени. Эпоха Витте – это главным образом эпоха Александра III и начало Николая II. Столыпин пришел ему на смену, причем не сразу. Так ли они уж не похожи друг на друга? Аристократ из богатой семьи, сын княгини и генерала артиллерии Петр Столыпин, и Витте, ну, в общем, по отцу-то совсем вторая лига, получил наследственное дворянство по службе, как, кстати, и Ленин, его отец. На госслужбе оказался случайно. Бизнес-менеджер пробился сам. При этом Витте достались отнюдь не самые популярные дела. Заключение довольно тяжелого портсмутского мира с Японией, манифест 17 октября, потом кризис, отставка, оплеван со всех сторон и патриотической, и либеральной тусовкой, и справа, и слева. Столыпину сразу за закручивание гаек, помните, столыпинские галстуки, столыпинский вагон, нам нужна великая Россия, а вам непонятно что. А Витте, один из авторов либерального манифеста 17 октября, Конституции, ему как будто и не нужна была великая Россия. Давайте от стереотипов отойдем, будем разбираться, вспоминать, сопоставлять и пытаться понимать. Начнем с Витте. Человека с железной дороги, как его называли. И в этом не было ничего уничижительного, потому что железная дорога тогда – это самый такой супермодерн. Чем в государстве больше железных дорог, тем это государство современнее, тем современнее его экономика, тем быстрее она развивается. Темпами строительства железных дорог сравнивали друг друга большие экономики: Соединенные Штаты, Британия, Германия, Российская империя. Поэтому человек железной дороги по сегодняшним меркам это даже не человек из космической отрасли, какой-нибудь генной инженерии, это человек, занимающийся развитием искусственного интеллекта. Самая передовая часть науки и технологий. Витте. Он родился в 1849 году, в самой середине века. Я напомню, 1849 год – это молодой Достоевский, казнь Петрашевцев, революция и брожение в Европе. Но юность Витте – это уже реформы Александра II, то есть оттепель, отмена крепостного права, судебная реформа, военная реформа. Он провел детство и молодость в Тифлисе. Тогда Тифлис, современный Тбилиси, столица Закавказья и всего Кавказского наместничества Российской империи. Отец его, судя по фамилии, как вы можете догадаться, из немцев. Но из немцев остзейских, курлянских, русских немцев. В Закавказье поехал служить, чиновник, дослужился до действительного статского советника, чиновника 4 класса, который давал право наследственного дворянства и ему, и его детям. Лютеранин, принял православие, только когда женился. В общем-то, довольно удачной женитьбе в какой-то степени он обязан своей карьерой. Дело в том, что супруга его, мать Витте, дочка саратовского губернатора, кстати, примерно через полвека после этого саратовским губернатором станет герой нашего следующего рассказа, Петр Столыпин. Супруга девичья фамилия Фадеева. Это фамилия известная. По женской линии дальние потомки прославленного старинного рода Долгоруких, который еще к петровским сподвижникам и даже раньше ведет свои корни. Один из прямых, дальних прадедушек или двоюродных прадедушек матери Витте – это тот самый знаменитый Долгоруков, который под Нарвой первый Петровский поход в этом неудачном разгромном сражении для русской армии попал в плен, 10 лет просидел в тюрьме в Швеции, а потом бежал, причем во главе целого вооруженного отряда, их там куда-то перевозили с одной тюрьмы в другую на шведской шхуне, так они напали на, знаете, люди были, напали на команду, обезоружили шведов, покидали там кого-то за борт, и на этой угнанной шведской шхуне вернулись домой. Такие боевые были ребята.
И вот считается, что Витте, поскольку по отцу он как раз не родовитый совсем, стеснялся определенной простоты происхождения и очень гордился своими предками по линии матери. Впоследствии, когда он уже стал министром финансов, то дома, в кабинете, вся стена была увешана портретами его предков, но только по маминой линии. Писали, кавычки, об этих предках, причем предков в кавычках, тогда же считались предки в основном по мужской линии, об этих предках он мог говорить часами. И нельзя было доставить ему большего удовольствия, как спросить, в каком родстве он, например, с Михаилом Черниговским, это князь тоже из Долгоруких, умученным в Орде. Витте немедленно устремлялся к портретной стене и начинал с увлечением объяснять многовековую генеалогию Долгоруких. Тщеславие, честолюбие невероятно всегда были главным двигателем, главным сильным и главным слабым местом дворянина Витте, который дослужится до графа Полусахалинского, но об этом чуть-чуть позже. Много интересных родственников у него по линии матери, например, двоюродная сестра Витте Елена Блаватская. Не поверите, вот та самая оккультистка и авантюристка, об авантюрных похождениях, которые по всему миру надо делать отдельную лекцию. Витте, когда был ребенком, он даже участвовал в этих, нельзя сказать, спиритических, каких-то магических сеансах Елены Блаватской. Вызывали духов, перемещались во времени. Но Витте был прагматиком даже в детстве. Он в эти фокусы не верил. В общем, она его не убедила. Мать Витте была родной сестрой матери Елены Блаватской. Посмотрите на схему. Для представления, какой обширный род был, по линии матери особенно, у Сергея Витте. Дом деда Витте, Фадеева, в Тифлисе один из самых больших и гостеприимных домов. Только одной прислуги было 84 человека. Крепостные, естественно. Вот в такой семье, скромной по отцу, но знатной, довольно обеспеченной по линии матери, и прошло детство типичного ребенка-баловня в богатой семье Сереженьки Витте. Учиться он не хотел, по крайней мере, до тех пор, пока жизнь не дала по башке. Отправили его в гимназию. Гимназия в Тифлисе тогда была одна. Это было лучшее учебное заведение на Кавказе. Обычно дети там в пансионе жили. Но Витте, он же не из простых, он в пансионе жить не хотел. Поэтому его определили в гимназию вольнослушателем. Это означало, что он должен был посещать уроки, а заниматься, делать домашнюю работу дома. Но учился он плохо. Я процитирую воспоминания Витте, кавычки. Занимался я очень плохо. Большей частью на уроки не ходил. Приходя утром в гимназию, я обычно через час уже выпрыгивал из окна на улицу и уходил домой. Ну, а что, собственно, напрягаться в гимназии сидеть, когда те же гимназические учителя после обеда придут к тебе домой в качестве репетиторов и уже за деньги будут с тобой заниматься. Поэтому в гимназии числился. Зато дядя Витте, дядю он обожал, звали его Ростислав Фадеев, и это была известная фигура для своего времени. Дядя приучал его к верховой езде, к фехтованию, игре на бильярде, то есть настоящим достойным мужским занятием. Кстати сказать, в бильярде Витте играл на деньги в каком-то самом дорогом тифлисском ресторане. До учебы ли? Закройте рты, сорвите уборы, по улице чешут мальчики-мажоры. Вот Витте с друзьями, с братом, такой типичный мажор. Кое-как сдали экзамены на тройки с минусом, выпускные. При этом по поведению у Витте была даже не двойка, кол. У нас не ставят сейчас оценки по поведению. Почему-то. Зря. А тогда ставили. Понятно, что с такими оценками в Московский, Санкт-Петербургский, Казанский, ни в какой приличный университет тебя не возьмут. Решили по блату попробовать поступить в Одесский университет, потому что Одесский, тогда назывался Новороссийский университет, только-только открылся. Надо было набирать студентов на платное, естественно, отделение. Но и туда Витте не взяли. С такими оценками, с колом по поведению отправили в Одесскую гимназию доучиваться, то есть учиться, по большому счету, по второму разу. Но тут вот, наконец-то, первые проблески у нашего героя Сергея, понимание, к чему он в итоге придет в жизнь, с такими успехами, с таким отношением к учебе. И вот, оставшись в Одессе с братом, без родителей, без дедушек, бабушек, без дяди, Сергей решил взяться за ум.
Не идти по второму разу учиться в гимназию, а натаскаться и постараться все-таки сдать университетские вступительные экзамены. Они нашли хорошего учителя математики. Правда, запойного, но тот согласился с ними день и ночь с утра до вечера заниматься математикой, вероятно, с перерывами на выпивку. Но не только их подготовил хорошо к поступлению в университет, но еще привил Витте на всю жизнь любовь к точным наукам, к математике, к физике. И Витте поступает на самый сложный факультет, на физмат. Брат, кстати, не потянул, осилил юридически. Полегче. Невозможно себе представить, но двоечник. Витте становится лучшим студентом курса физмата Одесского университета. Более того, он помогает тем своим товарищам, подсказывает, натаскивает их перед экзаменами, поскольку не особо так присылают денег из дома, хотя тогда еще больших материальных проблем у Витте не было, но он и сам пытается заработать, репетиторствует. В частности, он подрабатывал репетитором в семье местных одесских еврейских банкиров Рафаловича. Ему потом это припомнят. Когда он уже станет премьер-министром, будут ему вспоминать, что он деньги у них получал. Но Витте по-серьезному, по-настоящему хочет пойти в науку. Всю жизнь считал себя математиком в первую очередь. Хотел остаться в университете, работать, защищать диссертацию. Он, кстати, такой нестандартный студент, потому что студенты уже не все либералы, тем более Одесса, Юг, Новороссия. А Витте – белая ворона на курсе. Он убежденный монархист и славянофил. Да-да, немец Витте – славянофил. Страшный консерватор в молодости. Но тут семейные обстоятельства, которые научную карьеру Витте сделали невозможной. Умер отец, семья переезжает в Одессу к сыновьям. И выясняется совершенно неожиданно, что у отца, который работал в администрации кавказского наместника, в хорошем чине, с неплохим жалованием, страшные долги. Кредиторы выставляют ему счет на 200 тысяч рублей. Ну, я не могу это перевести в современные деньги, поскольку понятие цены труда, все это весьма относительно. Ну, наверное, 500 000 в современных рублях, где-то так. 200 тысяч рублей. Откуда взялся этот страшный долг? Дело в том, что отец получил поручение от кавказского наместника князя Борятинского создать какое-то металлургическое предприятие и разработать рудники. Не буду вас долго погружать в эту тему. В общем, видимо, решил заработать. И стал вкладывать в это государственное предприятие свои личные средства, приданные жены, потом брать в долг и вкладывать в это предприятие, развитием которого ему поручили заняться. Ну, наверное, надеялся, что если это дело выгорит, то потом семья наконец-то не будет полностью зависеть от родственников по линии супруги. Я понимаю его по-мужски. Ну, как-то обидно, когда ты сам всего добивался, в общем-то, ну, статский советник, ну, а дальше-то чего? Ни денег, только жалование. Казенные мундиры, кабинет, достаток, слава, история родословная. Этим всем ты обязан полностью супруге. Видимо, с этим комплексом отец решил сделать себя сам, но не получилось. Влез в долги, предприятие прогорело, Борятинский куда-то уехал, пришел другой наместник. Стали раскручивать эту историю. И вот после смерти всплыли огромные долги, которые братья разделили между собой. 200 тысяч – это только часть, которую должен был заплатить Витте сам. А была еще та часть, которая упала на других наследников. Ну, что делать? Семейный совет. Надо как-то зарабатывать. Тогда самая высокооплачиваемая, прогрессивная, современная сфера приложения талантов молодому человеку – это железная дорога. Железные дороги строили частные компании, и от Одессы, крупнейшего порта, железные дороги расходились в строящиеся стороны на запад, через Молдавию в Европу, на север, в сторону Петербурга. В общем, активное железнодорожное строительство. Дядя, который знал всех, вообще Ростислав Фадеев, давайте пару слов о нем скажу, он имел такое огромное влияние на Сергея Витте, что тот даже после смерти дяди хотел взять двойную фамилию Витте Фадеев. Ну, не разрешили. Уникальный человек, профессиональный военный, военный ученый, публицист, писал книги по военному делу, на иностранных языках публиковался в Европе. Чуть не стал начальником генерального штаба. При том, что он когда-то за дуэль был разжалован и служил солдатом. Из солдат повторно выслужился в офицера. Чуть не стал начальником генштаба при министре Милютине.
любимый адъютант, порученец, помощник того самого князя Борятинского, победителя, поставившего финальную точку в Кавказских войнах. И, собственно, именно Ростислав Фадеев, дядя Витте, был в команде, которая брала в плен самого Шамиля. Когда он не стал большим военным начальником на родине, уехал за границу, был назначен в Африке главнокомандующими силами одной из африканских стран. Но там долго не прослужил, потому что не захотел воевать с православными соседями, с христианами. Сказал, что нехорошо так. И вот этот Ростислав Фадеев рекомендует молодого выпускника Новороссийского университета Сергея Витте по связям через Министерство путей сообщения для трудоустройства на Одесской железной дороге. Но тут есть проблема. Железнодорожные служащие, особенно инженеры, управляющие, это закрытая каста. На руководящие должности в железных дорогах это все-таки самая, еще подчеркну, прогрессивная часть экономики, самая современная. Готовят только в одном вузе, в Институте инженеров путей сообщения, который тогда, кстати, относился к военному ведомству. Чтобы поступить на руководящую должность, надо ехать в этот институт в Петербург, сдавать экзамены, как инженеру-путейцу, и там еще доучиваться. А на это нет времени, сил, и деньги надо зарабатывать. Поэтому Витте идет по другому пути, который мне страшно нравится. И да, он выпускник университета, математик, но он пройдет по всем должностям на железной дороге. Он будет работать билетером в кассах, кондуктором, помощником начальника станции, кочегаром, помощником машиниста, контролером и ревизором, начальником станции. Он пройдет по всем должностям на железной дороге, чтобы, не имея диплома инженера и не будучи на военной службе, все-таки добиться своим профессионализмом и знанием места управляющего дорогой. И все равно назначить его начальником, управляющим Одесской железной дороги уже спустя некоторое количество лет не могли без диплома. Поэтому он функционал выполнял главного начальника, управляющего, а числился начальником движения, замом. То есть управлял по факту. А формально директором был кто-то другой с дипломом. У него уже приличная по тем временам зарплата. 200 рублей, считайте, почти 500 тысяч в месяц. Большие деньги. И начинает работать. Тут я хочу сказать пару слов о взглядах молодого Сергея Витте, потому что, несмотря на прибалтийское происхождение, у него все-таки первая половина жизни проходит на юге России. В Тифлисе, Одессе, потом в Киеве. И у него формируется совершенно четкая имперскость во взглядах. Витте убежденный имперец. Империя для Витте несет на окраины мир и прогресс. Процитирую воспоминания Витте, кавычки. Речь идет о наместниках на Кавказе. Наместники держались того принципа, что Кавказ должен быть частью империи. И к христианскому населению Кавказа, в особенности, надо относиться точно так же, как к русским. В этом смысле они не делали никакой разницы между русскими и туземцами. Вообще, при тех наместниках был недопустим принцип узкого национализма, который ныне проводится. Витте пишет свои воспоминания уже после революции 5 года, после отставки, в канун Первой мировой. Тот принцип узкого национализма, при котором все нерусские должны почитаться ненастоящими сынами России и верно подданными государя. По моему убеждению, принцип этот весьма ложен. И, конечно, он России ничего, кроме вреда, принести не может. Так формируется мировоззрение Витте. Он отходит от славянофильства, от русского национализма. Он начинает мыслить себя как гражданин империи, для которого нет наций, по большому счету нет конфессий. Есть единое гражданство, единая имперская среда, единое будущее всех народов вне зависимости от национальности либо вероисповедания. Вещь очень необычная для управленцев Москвы, Петербурга того времени. Несколько слов о крутых карьерных поворотах в судьбе Витте. Накануне русско-турецкой войны 80-х годов XIX века случилась катастрофа. Поезд с новобранцами сошел с рельс. Погибло, сгорело около 100 человек.
Причина, не поверите, халатность стрелочника. Не мифического, не из анекдотов, а самого настоящего. При ремонте рельс не обратили внимания. Стрелочника наказали, но и ряд должностных лиц, начальников, приговорили к разным срокам тюремного заключения. Витте получил 4 месяца тюрьмы. Если бы он тогда сел на нары, предсказать его дальнейшую карьеру было бы, честно говоря, довольно сложно. Но вмешалась начавшаяся война с турками. На Одесскую дорогу легла основная нагрузка по переброске армии. И когда в Кишинев, а Витте тогда был в Кишиневе, прибыл главнокомандующий русской армии великий князь Николай Николаевич, вызвали к нему Витте, тот явился, говорят, обеспечьте переброску войск. Витте говорит, с радостью, но не могу, поскольку немедленно отправляюсь в тюрьму для отбытия наказания. Главком пообещал ему, что если Витте сможет перевести армию туда-обратно быстро, без эксцессов, то сидеть ему не придется. И вот тут Витте, как ответственный за перевозку военных, в кратчайший срок показал себя управленцем во всем блеске. Как часто бывает. Планы генерального штаба оказались хороши только на бумаге. Ехали на фронт со всех концов империи. Прибывали на Одесскую железную дорогу. Дальше пробка, мертвая, затор. Все стоит. Что делает Витте? Несколько простых, как нам кажется сегодня, вещей, но тогда это были новации. Первое. Разобрался с паровозами. Как было раньше? Машинист. Это редкая профессия, требующая особой подготовки. Машинист персонально закреплялся за паровозом. Материально ответственным. Соответственно, машинист работает, паровоз тянет поезд. Машинист спит, паровоз стоит. Так было по всей Европе. Решение Витте было банальным, но для того времени ноу-хау. Он распорядился поставить по 2 машиниста на каждый паровоз, чтобы они гоняли паровозы посменно, без остановки. Таким образом, в сутки вместо 8-10 часов паровоз простаивал максимум часа 2. Кое-где это уже делали в Америке на трансконтинентальной дороге, но Витте про это ничего не знал, поэтому, в общем-то, изобрел велосипед. Но это сработало. Второе. Какой раньше был порядок? Вот поезд отправился со станции, только получив сигнал со следующей станции, что перегон между станциями пуст. Потому что разгонится тормозной путь огромный у поездов того времени, ударит в хвост предыдущий поезд, катастрофа. Поэтому пока перегон полностью не освободят, пока предыдущий поезд полностью не пройдет и не покинет следующую станцию, до этого момента не давали разрешения на отправку поезда со станции предыдущей. Витте разработал систему, которая у нас работает в России по сей день. Это система сигналов по ходу движения, чтобы можно было одновременно на одном перегоне держать несколько движущихся составов. Это резко увеличивало пропускную способность дорог. Третье. Раненые. Витте принял варварское решение. Но казалось варварским газетчикам и тем, кто был не в теме. Дело в том, что члены царской фамилии заботились о раненых. Они за свой счет оборудовали и приобрели несколько комфортабельных санитарных поездов. Каждый поезд был буквально на несколько десятков раненых. То есть это был передвижной госпиталь с комфортными купе, где лежали раненые, тяжело раненые, множество медсестер, особый уход. Только поездов таких было очень мало. А раненых было очень много. В десятки, если не в сотни раз, больше, чем мы ожидали. И вот эти тысячи и тысячи раненых скапливались в Молдавии, ждать поезда, как тогда говорили. Куда их деть? В лучшем случае клали прямо на землю штабелями. И они там лежали и умирали. Витте в нарушение всех инструкций принял варварское решение грузить этих раненых в товарные вагоны. Товарными вагонами прибывали свежие войска и вооружение. Обратно эти товарные вагоны в сторону европейской части России шли пустыми. Не ждать, пока прибудут комфортабельные санитарные поезда. Грузить раненых также штабелями в товарные вагоны и немедленно обратно. Главное довести их до какого-то госпиталя, там помогут. Спас тысячи и тысячи жизней, хотя его обвиняли в бесчеловечности, в превышении полномочий. Но потом приезжали комиссии, разбирались и понимали, что смертность раненых, лежащих в ожидании санитарного поезда, в десятки раз больше, чем смертность их в дороге в этом товарнике. Ну и вот, война закончилась. Витте не посадили. Перевели с Одесской железной дороги в Петербург, потому что произошло укрупнение железных дорог и образовалось огромное общество акционерное юго-западных железных дорог, куда влилась и Одесская. Витте перевели, повысили по бизнесу
назначили членом правления этого объединенного общества юго-западных дорог. Ну и вот там он в Петербурге и отбывал свое заключение. Он весь день сидел на работе часов по 14, а ночевать ходил в местную тюрьму, на вахту военную. Там переночует, умоется и обратно на работу. Так отбыл положенное ему судом наказание. Из Петербурга вскоре Витте переведут в Киев, и снова, как эффективного менеджера, снова налаживать бизнес-процессы, делать дорогу прибыльной. Репутация Витте как невероятно эффективного управленца, который оставался первым и единственным управляющим одной из самых больших железных дорог, при этом по профессии будучи выпускником физмата, математиком, а не профессиональным инженером-путейцем. Это еще раз говорит о пользе математики. Друзья мои, математика ум в порядок приводит. Закончив математический факультет, можешь работать где угодно. Витте был единственным управляющим огромной железной дороги, не инженером, не путейцем. И, кстати, превратил в Киеве железную дорогу из убыточной в прибыльную. При этом, когда его спрашивали, как ему это удается, он говорил, кадры решают все. Надо подбирать людей не по 5-му пункту, а по толковости, без оглядки на национальность, на конфессию, на благонадежность. Главное, чтобы был толковый человек. Так Витте работал с огромным жалованием, большой должности, пока не произошла знаменитая катастрофа императорского поезда под Харьковом. Дело в том, что Александр III путешествовал по традиции в Крым и обратно. В Ялту они ездили, в Ливадию, со всей семьей, специальным литерным царским поездом. Расписание составлялось в министерстве в Петербурге. Время императора стоит дорого, а с ним еще ближайшие помощники. Поэтому скорость рассчитывалась максимальная, без учета состояния железнодорожного полотна. Чтобы обеспечить эту максимальную прогонную скорость, к поезду было прицеплено не один, а целых 2 мощнейших товарных паровоза, которые разгоняли всю эту махину. А вот Витте, математик и опытный железнодорожник, считал, что дорога не способна к такой нагрузке. Кавычки из воспоминаний. Я представил в министерство расчеты, из которых было ясно, что при наших русских путях со сравнительно легкими рельсами, у нас в то время рельсы были обыкновенно от 22 до 24 фунтов в погонный фут, а за границей в то же время 28-30 фунтов погонный фут. Плюс при наших деревянных шпалах, так как за границей шпалы в основном металлические, и при нашем балласте, у нас балласт песочный, тогда как за границей почти везде есть щебенки, путь является менее устойчивым. Быстрое движение, да еще при 2 товарных паровозах, с таким тяжелым поездом путь расшатывают. Расшатывают так, что поезд может потерпеть крушение. Витте подал рапорт, что не несет ответственность за безопасность поезда, если плановую скорость движения не снизит. Император был недоволен. На какой-то из станций он увидел Витте, ну как встречают императора губернатор, начальник местного воинского гарнизона, расквартированного полка, ну и где-то там 4-м, 5-м управляющий железной дороги. И вот, увидев Витте среди встречавших, а Витте и там ему сказал, неправильно, очень быстро едете, Ваше Величество, надо снижать скорость, на моих участках я этого не дозволю. Император недовольно заявил, кавычки, я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость. На вашей дороге почему-то нельзя ехать. Когда императорский поезд покинул зону контроля Витте, скорость была резко увеличена, и результат у станции Борки под Харьковом – крушение. Крушение, потому что ни у кого из управляющих дороги, кроме Витте, не доставало твердости перечить министерству и сказать, что ехать с такой скоростью невозможно. Царская семья чудом не погибла. Однако Александр III ценил людей, которые могут говорить ему правду, а не подлаживаются начальству. Поэтому, когда спустя некоторое время министр финансов Вышнеградский, интереснейший человек, к слову сказать, предложит кандидатуру Витте на пост директора департамента железных дорог Минфина, тогда это была очень важная должность, Минфин курировал строительство
тарифное регулирование, управление отчасти железными дорогами, когда министр Вышнеградский предложит кандидатуру Витте, Александр III вспомнит его. Да, это тот самый наглый немец, который заставлял меня снизить скорость. Угу. Надо брать. Тут надо понимать, что все-таки главная причина перехода Витте на госслужбу в Министерство финансов заключалась не в том, что вспомнил о нем Александр III и призвал его на службу. Ну нет, конечно. Все складывалось по-другому. Это миф. Министр Вышнеградский долгие годы, лет 10, был начальником Витте. Он тоже из бизнеса пришел в Минфин. До этого был председателем правления акционерного общества Юго-Западных железных дорог. Очень продвинутый финансист, специалист и даже ученый-механик. Была целая интрига. До него министром финансов был очень толковый финансист Бунге. Но Бунге иностранец, инородец, как тогда говорили. Была развернута целая пиар-компания. Убеждали Александра III сменить этого инородца Бунге на патриота Вышнеградского. Сменили. Вышнеградский продолжил делать в Министерстве финансов все то же самое, что Бунге. Делает очень успешно. Но потом неурожай, голод. Сам Вышнеградский тяжело болел. Интриги. Кстати, мы о Вышнеградском почти ничего не знаем, но многие из вас наверняка слышали фамилию Колчак. Я имею в виду адмирал Колчак Александр. Да, тот самый верховный правитель России. Так вот, возлюбленная Александра Колчака, та самая Анна, которой он посвятил часть своей жизни, и даже по легендам посвятил ей романс «Гори, гори, моя звезда», это неправда. Это старый романс, не Колчак его сочинил, но он часто его пел, любил этот романс. Говорят, даже пел перед расстрелом под Иркутском. Так вот, возлюбленная Колчака – это внучка министра финансов Вышнеградского. Вот так в истории все очень тесно переплетено. И вот тогда, 1891-92 год, неурожай, голод. Выясняется, что все железные дороги, которые идут с севера на юг, а надо перебрасывать зерно. Правительство хочет помочь голодающим регионам, где не урожай, а на дорогах железных затор, потому что все эти дороги были построены коммерческими операторами в одну колею. Поезда идут либо туда, либо обратно. Две колеи существуют только на южных направлениях, там, где работал Витте как раз. Это колеи, которые вели к портам. Железнодорожно-строительный бум был тесно связан с продажей хлеба за границу, а с севера на юг одна колея. И нужен специалист по организации железнодорожной логистики, который уже доказал свою эффективность, который умеет ликвидировать заторы на железнодорожных путях. И вот тут министр Вышнеградский, вспоминая специалиста по железнодорожным заторам, точнее, по их ликвидации, своего подчиненного Витте, и рекомендует его директором департамента своего министерства по железным дорогам. А затем Вышнеградский заболел, ему стало тяжело, он ушел в отставку, и Витте очень быстро становится вместо него сначала управляющим Минфином, а потом и министром финансов. В должности министра финансов он пробудет более 10 лет, и это будет особые 10 лет в истории России, потому что на этом посту Витте будет пользоваться полной поддержкой Александра III в первые годы правления Николая II. Министерство финансов никогда не было главным министерством в России. Главное министерство всегда Министерство внутренних дел, которое занимается вообще всем. Но когда на пост министра пришел Витте, то вот как писал министр иностранных дел Извольский, как только Витте сделался министром, он сейчас же обнаружил склонность доминировать над другими членами комитета и стал де-факто, если не де-юре, главой правительства. Формально главы правительства не существовало. Функции главы правительства выполнял как бы сам император. Ну, если хотел он этим заниматься, если у него было для этого время и склонности. Ну, фактически главой правительства при Александре III становится Витте. И он занимался на этом посту буквально всем. Первая перепись населения, первая полная перепись в истории империи, блестяще организованная. Министр Витте. Он математик, кому как нему заниматься. Тогда говорили, в России настоящий министр финансов – это урожай. Потому что есть деньги у страны, нет денег у страны. Это зависит только от урожая. Либо мы экспортируем хлеб, либо мы не можем экспортировать, и тогда у нас нет денег. Витте, когда вышел на работу министра финансов, нельзя сказать, что ситуация была блестящей. Огромный бюджетный дефицит, внешний долг растет, но самое
тяжелые низкие темпы развития промышленности. Промышленность развивается после реформы Александра II, но мы все время отстаем. Германия, Франция, Англия, тем более Соединенные Штаты, их темпы роста промышленности гораздо быстрее. Что нужно делать, когда нет денег? Что делает министр финансов? Экономит, секвестр объявляет, урезает расходы, меньше платит. Я на полном серьезе беседовал, не буду называть вам фамилии, много раз, с крупными финансистами, имеющим отношение к руководству. И они мне говорили, а зачем строить дороги? Их же потом надо содержать. Это так дорого и так неэффективно. Строить железные дороги – это вообще вчерашний век. Строить заводы – это пусть частники строятся. Мы будем деньги, гигантские сверхдоходы, которые получала Россия на протяжении всех нулевых годов от экспорта нефти и газа, инвестировать в ценные американские бумаги и получать гарантированный доход. А на этот доход латать дыры бюджета и что-то развивать. Ну, там доход мощный. 1% годовых, 2%. 2,5% изредка, но редко. Деньги надо сушить. Витте, будучи министром финансов, не сушил деньги, не засушивал экономику. Он все возможные доходы бюджетные от экспорта хлеба, тарифов, мы поговорим о том, как Витте наполнял бюджет дальше, все сверхдоходы инвестировались в развитие железных дорог, самое главное, дорог вообще и промышленности. Витте не сушил деньги, он инвестировал их в нашу страну. Но давайте, прежде чем поговорим о реформах Витте, пару слов все-таки надо представить вам человека, как он выглядел, внешность, манеры. А это образ был довольно необычный для чиновника высшего ранга того времени. Ростом он был под стать Александру Третьему. 1,90 м плюс. Широкоплечие, самоуверенное. Как писал один из современников, кавычки, на первых порах поражала прежде всего внешность Витте. Высокая статура, грузная поступь, развалистая посадка, неуклюжесть, сипловатый голос, неправильное произношение, ходатайство, учебные, платформа, сельские хозяева. Все это резало утонченное петербургское ухо. Не нравилась его фамильярность, его резкость в обращении. Он же с юга России, с железной дороги, из бизнеса. Хозяева. Характер у Витте был невероятно тяжелый. Страшно тщеславен и честолюбив. Александр III поймал это его тщеславие и честолюбие и использовал по полной программе. Наш император, которого почему-то многие считали тугодумным медвежонком, умел понимать людей и определять мотивы, которые ими движут. И людей этих использовать. Но никто не мог отрицать то, что Витте со всем его характером невероятно энергичен и умеет добиваться поставленных целей. Это практик из бизнеса, который, рассматривая любую государственную бумагу, всегда задавал один вопрос. А это мы будем делать зачем? А какая от этого практическая польза державе? Крайне работоспособен. При этом резок в общении, груб. Дворяне не привыкли работать, привыкли получать ренту за своих поместья. Дворяне не понимают, что время – деньги. Мы люди дела, мы это понимаем. Русский немец. Настоящая протестантская этика, хоть и православный человек. Витте не любили при дворе, но его способности дельца, такого Штольца в противовес русскому Обломову, не отрицал никто. Реформы Александра II всколыхнули страну, создали условия для развития капитализма и дали, конечно, мощный толчок развитию экономики, но при этом правительство Александра II придерживалось принципа, как бы сейчас сказали, свободной торговли. Минимум пошлин на ввоз и на вывоз. Это привело после первоначального толчка к падению производства в России, особенно к падению производства хлопка, например, потому что американский хлопок без пошлины был дешевле. Падению производства чугуна, потому что металл из Германии был дешевле. Отставание от Европы. И вот правительство Витте ставит другую задачу. Это не время контрреформ, это время терапевтических реформ сверху. Витте как бы заявляет: работайте, мы создадим для вас любые условия, обогащайтесь,
занимайтесь бизнесом, зарабатывайте деньги, только не занимайтесь политикой. Политикой есть кому заняться. Вы хотите жить хорошо? Работайте, я создам для этого все условия. Мне это очень напоминает те контрреформы, якобы, которыми занимались в Китае в 80-е и 90-е годы. Эти последователи Дэн Сяопина. Обогащайтесь. Политическая власть все равно будет у партии. В нашем случае политическая власть будет у аристократов и у государя. А экономикой, свобода, мы создадим идеальные условия для личных заработков. Итак, начнем по пунктам. Первое. Поворот к протекционизму. Отказ от свободной торговли беспошлиной. Главный упор – развитие национальной промышленности. Витте называли отцом русской индустриализации. Он, собственно, взял на вооружение известные идеи германских экономистов того времени, которые в Германии реализовывал Бисмарк. Книги этих экономистов Витте читал, уважал и даже делал переводы этих книг. Основное – это максимальное стимулирование производства внутри страны всеми возможными способами. Свободные деньги у бюджета, у казны, значит, надо размещать выгодные казенные заказы на собственных предприятиях. Эти деньги вернутся к нам обратно через налоги, через зарплату. Надо развивать свою промышленность, а не покупать готовую продукцию за рубежом. Пусть наши самолеты чуть-чуть похуже, но мы будем делать свои самолеты, рано или поздно они догонят Боинг. Мы не будем покупать Боинг за границей. Если нам нужны паровозы, мы будем заказывать свое производство паровозов. Они догонят немецкие и английские. Рано или поздно мы будем тратить казенные деньги на поддержку собственного производства. Своим заводам мы будем давать максимальные льготы. Мы будем давать льготы целым отраслям. Машиностроение, металлургия, химическая отрасль. Если мы видим, что эти отрасли перспективны и могут составить конкуренцию Европе и Америке. Инвестиции в собственную промышленность. Максимальная поддержка государством собственного производства. Размещение всех казенных заказов внутри страны. То, что мы не делали, кстати сказать, ни в 90-е, ни в начале нулевых. И только сейчас, последние 10-15 лет, Россия, по сути, берет на вооружение практику Витте. Тарифы. Помните, Трамп все время говорит у нас тарифы, 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 тарифы. Тарифы – это пошлины на ввоз и на вывоз. Комитет, которым руководил Витте, еще не будучи министром Министерства финансов, комитет по железным дорогам и тарифам. Витте полагал себя и реально был большим знатоком того, какие надо устанавливать ограничительные тарифы на экспорт и на импорт, чтобы предельно поддерживать своего производителя. При Витте запретительные таможенные тарифы вводятся на целый ряд импортируемых товаров. Начинаются торговые войны одновременно на нескольких фронтах. И с Германией, и с другими европейскими странами. Трамп сейчас повысил тарифы на ввоз товаров. Витте в 2 раза одномоментно повышает тарифы на импорт определенных категорий товаров из большинства конкурирующих государств. То есть ввозить невыгодно. Надо производить у себя. Производите у себя. При этом иностранный капитал привлекается льготным субсидированием, предоставлением земли. Земля у нас дешевая. Берите землю. Донбасс. Приезжает частный инвестор ЮЗ, организует город Юзовку, будущий Сталин, будущий Донецк. И вся гигантская агломерация создается при Александре III, при Витте и при Николае за средства иностранных инвесторов, и это все останется у нас. Далее. Земля у нас дешевая, труд у нас дешевле. Ну, германские товары пострадали, конечно, ну и ладно. Сельское хозяйство, 3-й пункт. Поскольку у нас дешевое зерно, а Европа вводит в ответ на наши тарифные ограничения тарифы на импорт русского зерна, Витте предпринимает целый ряд действий, которые стимулируют экспорт зерна, защищает своих. Экспорт зерна при Витте тоже растет. 4. Система профобразования. Вот об этом у нас вообще обычно не говорят, но она, собственно, появилась при Витте. Более 200 профессиональных коммерческих промышленных училищ открывается по инициативе Витте. 3 политехнических института. Киевский, Варшавский и любимец Витте, его детище, Санкт-Петербургский политех. Это учебные заведения профессиональные, готовят инженеров и техников. Витте видел в расширении доступа народа к образованию лекарство от революции. Здесь, как ни странно, он полностью
поддерживал Константина Победоносцева, который открывал во всех деревнях, при церквях систему церковно-приходских школ. Его как раз либералы клеймили, мол, надо лишить духовенства права одурманивать детей, зачем эти церковные школы, надо развивать только светское научное образование. Витте говорил, Победоносцев прав. Массовое начальное образование и не держать крестьянские массы многомиллионные в темноте. По мере силы возможности лучше их отбирать и направлять уже в коммерческие промышленные училища и институты. Я вам скажу более того. А кто у нас делал индустриализацию в 30-е годы? Ну, помимо американских проектировщиков. Кто эти инженеры, техники, которые работали и строили заводы, обслуживали технику? Кто обеспечил рывок? Это те, кто получил техническое образование при Витте в тех институтах, политехах и училищах, которые были построены при Витте. Им к этому моменту 40 лет. Это поколение инженеров Витте. Четвертое. Витте рассматривал железные дороги как главную кровеносную систему экономики. Темпы строительства железных дорог при Витте самые большие в мире, сопоставимые только с Соединенными Штатами Америки. Плюс к этому Витте, который работал долгое время на частных железных дорогах, понимает все минусы разрозненной железнодорожной сети. Он ведет политику по выкупу частных железнодорожных путей и создания единой железнодорожной системы. Преимущество Советского Союза – единая железнодорожная сеть, единая энергетическая система. Она, к сожалению, была сильно разрушена в 90-е годы, в начале нулевых. Но все, что касается единой железнодорожной сети, все это было заложено и создано при Витте. 27 тысяч километров железнодорожных путей при нем построено, и еще 15 тысяч километров выкуплено государством участников. Он не один, была прекрасная команда. Министр путей сообщения князь Михаил Крылков поехал в Америку, работал там простым путейцем, железнодорожным рабочим. Он дослужился до управляющего какой-то частью трансконтинентальной железной дороги. Он на земле изучал, как в самой передовой того времени железнодорожной стране мира обстоит дело со строительством и эксплуатацией железных дорог. После этого, получив инженерный диплом в США, он переедет в Англию и будет работать инженером, техником, даже рабочим обычным на паровозостроительных заводах, чтобы понять, как работает производство паровозов. Конечно, с таким опытом работы этот князь Рюрикович был идеальным министром путей сообщения, идеальным сподвижником, единомышленником. И уже к 1902 году Российская империя становится второй в мире, была там предпоследней из крупных держав по протяженности железнодорожных путей. Строятся железные дороги, значит, дешевле вывозить хлеб. Значит, стимулируется таким образом экспорт. Раньше как? Подводами, караванами, по Волге, судами, баржами. А теперь железнодорожные вагоны. Несмотря ни на какие запретительные тарифы, экспорт хлеба становится все более и более выгодным для Российской империи. Если мы возьмем период от реформ Александра II до Николая II, за эти 40 с небольшим лет экспорт хлеба, главной валютной статьи Российской империи, на круг нефти XIX века, вырос в 10 раз. Не в 2, не в 3. Несмотря ни на какие заградительные пошлины. В 10 раз. И, конечно, единые тарифы на железнодорожные перевозки имени Витте и железные дороги Витте вели к максимальному удешевлению хлебных перевозок и к выгодности экспорта хлеба. Вообще у Витте какая была цепочка размышления? Мы называем ее инвестиционная цепочка Витте. Строится железная дорога, для этого нужен металл. Развивается металлургия. Для этого нужны вагоны и паровозы. Развивается машиностроение. Это сложная работа. Тут за 2 недели не научишься ни машинистом быть, ни тем более инженером-путейцем. Поэтому развивается сфера образования, особенно инженерно-политехнического. Идет удешевление экспорта. Если идет удешевление экспорта, если наш товар становится во всем мире более выгодным, прибывает больше валюты в страну. Плюс идет освоение новых территорий благодаря развитию железных дорог. И вот эта цепочка Витте работала. За 6 лет, я беру не весь период его руководства Минфином, а только 6 лет.
1893-1899 год опубликована цифра, в которую я, честно говоря, поверить не могу. Я вам ее назову. Возьмите на веру, перепроверьте. Объем производства черной металлургии и машиностроения вырос в 3 раза в стоимостном выражении. Темпы роста экономики я бы сравнивал не Россию саму с собой, у нас все-таки была низкая стартовая база, и неправильно сравнивать темпы роста начала 20 века, например, с темпами роста крепостнической России. Надо сравнивать себя с тем, как росла промышленность в Англии, Германии, Соединенных Штатах ранее, во время промышленной революции. Так вот, у нас темпы самые высокие в мире. Как делались инвестиции в железнодорожную отрасль? Главным образом за счет государственных займов. Иностранных рынках среди мелких вкладчиков. Говорили, русские железные дороги построены на деньги немецких кухарок. И в этом была своя доля правды. Задача номер 1 министра Витте – реализация идеи Александра III строительства Транссиба. Все предшественники Витте называли эту идею разорительной. Витте называл ее сверхвыгодной, потому что, во-первых, построив Транссиб, он хотел не просто освоить гигантские территории. Мы ведь на самом деле говорим как, что богатство России прирастает Сибирью, но я думаю, что прирастать Сибирью она стала главным образом тогда, когда был построен Транссиб. Идея была глобальной – направить всю транзитную торговлю из Европы в Азию и наоборот вместо Суэцкого канала через Россию. Если бы идея Витте была реализована до конца, Российская империя сохранила весь Транссиб, как он планировался, от Вены и Варшавы до Владивостока и Порт-Артура, со всеми своими частями, включая КВЖД и западные дороги, тогда, может быть, действительно мы бы перехватили огромное количество товарных потоков у морских перевозок, которые контролировали тогда англичане. Плюс строительство Транссиба – это инвестиции внутри страны. Транссиб строили не иностранные компании. Транссиб строили наши русские рабочие солдаты. Это была принципиальная позиция Витте. Подряды отдавались отечественным компаниям. Они могли арендовать солдат и заплатить деньги официально военному ведомству, чтобы использовать солдат как строителей, в мирное время. Это можно было. Мы еще экономили таким образом часть военного бюджета. Но деньги должны принципиально оставаться, такая была установка, внутри страны. Далее, подкупив китайцев, раздав кучу взяток, об этом Витте пишет в своих мемуарах, он добился выгодных условиях на строительство продолжения Транссиба, китайско-восточной железной дороги через Китай, от Читы к Тихому океану. Благодаря этому шло широкое русское освоение Северного Китая и Маньчжурии, построен русский город Харбин. Вообще это был гигантский проект, масштабом своим равный БАМу. Дорога переходила из рук в руки, билась на части, становилась предметом торга, настолько это было невероятно выгодное коммерческое предприятие. В конце концов, к сожалению, политика возобладала. И в 1952 году мы просто подарили КВЖД братскому Китаю. В общем, строительство дорог как драйвера экономики много раз использовалось после Витте многими. И Рузвельтом во время Великой депрессии, и Гитлером в Германии, когда он строил автобаны. Это все отработанная технология стягивания страны воедино для такой гигантской страны, как Россия. Железные дороги – это обруч, который, стягивая страну, не дает ей расползтись. Это программа, которая дает огромное количество побочных положительных эффектов для экономики. Например, история с сибирским так называемым масляным Эльдорадо. Почему-то считают, что бум производства сибирского масла и вообще животноводства в Сибири – это результат Столыпинской реформы. Дело в том, что в 1913 году, накануне Первой мировой, сибирское масло за Уралом, произведенное, составляло 60% всего экспорта масла из России, намного обходя, например, Вологодское. В стоимостном выражении в валюте масло стало в 1913 году главным товаром Сибири. Масло приносило 60 миллионов рублей золотом, золото 28, пушнина 24, а пшеница сибирская только 21 миллион. Но на самом деле это стало результатом строительства Транссиба,
потому что раньше масло просто нельзя было экспортировать, оно портилось, долго было ехать. Плюс к этому это стало результатом сознательной целенаправленной политики Минфина. Что сделал Витте? Чтобы повысить доходность дороги, нужно было увеличить количество грузов и сделать эти грузы более дорогостоящими в ценностном выражении, более капиталоемкими. Все-таки зерно стоит дешево, поэтому вагон зерна, тариф на его перевозку небольшой, а вагон сливочного масла – это очень дорого. И, соответственно, тариф на его перевозку существенно выше. Везти по железной дороге масло гораздо выгоднее, чем везти по железной дороге зерно. Поэтому Витте, решая задачу повышения рентабельности только что построенных новых железных дорог, сознательно сделал ставку на развитие молочного животноводства в Сибири. Для того, чтобы не везли дешевое зерно из Сибири, где его довольно много уже тогда выращивали, в южные порты, в Одессу, был введен так называемый хлебный тарифный перелом. Если ты везешь дешевое зерно с востока на запад, в Челябинске, платишь за него еще одну пошлину второй раз, как за новый товар. То есть ты платишь двойной тариф за перевозку зерна. Ты не будешь платить двойной тариф, если повезешь зерно не на юг, а на север, где будешь его экспортировать через Архангельск, через северные порты. Дорогой товар – масло. Для этого за счет казны строились специальные вагоны-холодильники. Масло частное, вагон-холодильник – дорогое удовольствие, технологичное, казенное. Плюс 150 так называемых инструкторов маслоделия, которых отправляли в сибирские регионы, и они обучали местные крестьянские кооперативы, как построить масляный заводик, как делать масло по высоким европейским ГОСТам стандартам, чтобы это масло потом было выгодно продавать за рубеж. Эти инструкторы маслоделия, вы не поверите, получали зарплату в Минфине. И они строили масляные заводики. В связи с этим миф, что масло делали какие-то там столыпинские единоличники, хуторяне, инициативные, это не так. На самом деле главной формой была кооперация, артельный масляный завод. Как это происходило? Инструктор обучает, крестьяне скидываются на покупку сепаратора и на строительство помещения из общей крестьянской кассы. Далее крестьяне нанимают на зарплату рабочих, руководит ими этот инструктор, и нанимают управляющего, доверенно назывался он. Дальше к сельским сходам крестьяне выбирают контролера от себя, от села, который контролирует всех, чтобы не воровали. И доверенного управляющего, и рабочих, и всех. Далее подписывается договор внутренний в этой сельской артели, сколько ведер молока должен ежедневно сдавать крестьянский двор, чтобы этот артельный завод работал в 3 смены без остановки. Должна быть система. Если ты не досдал молока, это твои проблемы, корми твои коровы, гуляй с ними. Не досдал молока – штраф, а то и вообще выкинуть тебя из выгодного дела. Вот если бы у нас потом во время советской коллективизации при Сталине хоть чуть-чуть использовали опыт сибирской кооперации, если бы действовали не по тупому шаблону, без учета специфики, специализации регионов. Ведь коллективизация была в теории неплохой идеей. Вот не было бы столько трагедий. Потом масляная отрасль погибла в годы Первой мировой. Не стало Витте, не стало Столыпина. В 2013 году отменили тарифный перелом. Резко повысилась рентабельность экспорта хлеба из Сибири. А что тогда мается с этим маслом? Можно задорого хлеб продавать. Ну а после начала Первой мировой весь русский экспорт накрылся. И хлеб, и масло. А потом, когда началась гражданка, ну все, конец. Там, линия фронта проходила. Масло нельзя было вообще вывезти в европейскую часть России. Все это было за каких-то 10 лет полностью утеряно. Самая успешная реформа Сергея Витте, о которой точно кто-то что-то слышал, это введение золотого рубля, золотого стандарта. Все были против. Все правительство, весь нобилитет, все люди, разбирающиеся в экономике, говорили, что у Витте ничего не получится. Кто только не пытался укрепить рубль, кто только не пытался ввести на протяжении всего 19 века хоть какое-то подобие серебряного либо золотого стандарта. Ни у кого ничего не получалось. Раньше цирки были не стационарными, а это были в основном цирки Шапито. Стационарный цирк был только в Петербурге, братьев Ченезелли. А остальные цирки перемещались по стране. И вот огромной популярностью у любителей цирка пользовался номер с поросенком Фунтиком.
Дрессированный поросенок, судя по всему, очень симпатичный, выступал с номером «Я сделаю то, что не удалось ни министру Бунге, ни министру Вышнеградскому. Я подниму наш деревянный рубль». Бросался какой-то гигантский рубль на песчаную сцену, и Фунтик своим пятачком крайне ловко подбрасывал этот рубль, и, говорят, его даже мог подкинуть, крутить на пятачке и ставить на ребро. Фунтика со временем, после проведения реформы, переименовали и стали именовать Фунтик Витте. Он поднял рубль. И к началу работы Витте в стране колоссальный избыток денежной массы, рубль неустойчив, инфляция, и рубль очень сложно конвертируется. Если рубль сложно конвертируется, и проблемы с экспортом и импортом товара. Реформа Витте, конечно, базировалась на достижениях предшественников. Его предшественники сделали очень много, чтобы накопить золотой запас империи. Но нужна была политическая воля и продуманная твердая политика, чтобы этот золотой запас, сам факт его наличия, был конвертирован в реальную денежную реформу. Представить сегодня мы себе этого не можем. Ибо этого сегодня, друзья мои, нет нигде в мире, ни в одной стране, даже самой процветающей. А в России конца XIX века это было, когда по твердому курсу бумажные деньги в любом отделении банка, по вашему желанию, в любом количестве меняются на золото. И обратно золото меняется на бумажные деньги. Конечно, была проведена определенная девальвация разовая. То есть примерно 1 бумажный рубль был приравнен к 66 копейкам золотых. Ну, или по-простому, 15 бумажных рублей – это 1 золотой червонец. Как только у нас появился твердый золотой рубль и реальный обмен рубля на золото, наша экономика сразу стала десятикратно более привлекательной для иностранных инвесторов. Потому что иностранный инвестор тогда понимал, что если он захочет какую-то часть своей прибыли, своих предприятий конвертировать, он всегда конвертирует ее и получит золото. Но, правда, когда предприятия хорошо зарабатывают, зачем же их конвертировать и эти деньги вывозить? Это закон бизнеса, закон капитала. Хочется все больше и больше и больше реинвестировать в производство, чтобы у тебя в перспективе было больше и больше возможностей. Плюс конкуренция тебя заставляет. Началась реформу Витте при Александре III, закончил при Николае II. Надо сказать, что Николай II поддерживал идею введения золотого стандарта. И в 1895-97 году поэтапно был введен золотой рубль. На золото нет инфляции. Золото не дешевеет, а только дорожает. А золотой запас был создан в процентном отношении к денежной массе больше, чем в любой другой стране мира. Поэтому наш золотой рубль был надежнее, чем золотой фунт стерлингов, золотой доллар или золотой франк. Это было очень важно для привлечения инвестиций. Ну, формально 1 рубль, монетка 1 рубль оставалась серебряной, а золотая монетка была 5 рублей. Это 3,87 грамм чистого золота. И золотая монета 10 рублей, 7,7 грамм чистого золота. Эта система пережила и русско-японскую войну, и революцию 5-го года, и продержалась до Первой мировой. Только в 2014 году прекратили свободный размен бумажных денег на золото, собственно, предопределив этим быстрый развал российской финансовой системы. Но тогда прирост иностранного капитала был колоссален. Строились заводы, вкладывались деньги, нефтяные промыслы Баку, заводы Донбасса, появление иностранных банков, заводы Siemens в Петербурге. Главными инвесторами выступали французские банкиры, потому что Германия сама была притягательным местом для инвестиций, там много строилось промышленных предприятий. А во Франции нет, во Франции было много лишнего колониального золота. И это золото потекло в форме инвестиций в Россию. Еще один источник роста бюджета при Витте – винная монополия. Собственно, решение принял Александр III. Александр III рассматривал эту меру не как способ заработать больше денег для бюджета, а как способ борьбы с пьянством. Он сердцем принял решение ввести государственную винную монополию. Все отказывались, кому он только это не поручал. Говорили, нельзя, это дело частное, кабаки все частные, заводы должны быть частные, вот такие, как Смирнов, например.
всем хорошо, нельзя это трогать, начнется бунт в Петербурге. Один только Витте проявил решительность, готовность следовать политической воле Александра III и начал эту реформу, закончив ее тоже при Николае. В чем суть? Розница, кабаки, магазины, там торговали частники водкой, другими алкогольными напитками. Но все спиртовые заводы становились государственными, казенными. И все частники обязаны были покупать спирт. Водка – это что такое? Спирт, разбавленный водой с отдушкой. Вопрос только в качестве воды и в качестве спирта. Больше ни в чем. И в красоте бутылки. Дальше маркетинг. Так вот, спирт все должны были покупать только у государства. Производился он только на казенных заводах. Какой результат винной монополии? Первое. Резко повысилось качество спиртных напитков. Смирнов и компания что только туда не добавляли в свое смирновское хлебное вино. Каких только ароматизаторов и химикатов, лишь бы полегче пилось. А там выживет или не выживет пьющий, дело десятое. Государственный спирт – это государственное качество, это жесточайший контроль. То есть отравление алкогольных и случаев тяжелого алкоголизма стало намного меньше. Пить больше не стали, пить стали меньше, потому что государство отпускало спирт по твердой цене, с акцизами, с налогами, естественно, спиртные напитки несколько подорожали. Пить стали меньше. Но самое главное, резко выросли государственные доходы от продажи алкоголя. До этого собирали крохи, а тут стали получать весь доход от продажи спирта. Доля так называемых пьяных денег, смотрим, 1900 год, самое начало реформы, 7% бюджета. А при том же самом потреблении алкоголя в литрах на душу населения в 1913 году 25%, каждый 4-й рубль в бюджета от продажи спирта и от вот эти пьяные деньги. Колоссальный рост бюджетных доходов. Следующая тема. Продажа хлеба. 50% экспорта Российской империи приходилось на хлеб. По Европе все время не хватало хлеба, она все время импортировала. Половина хлеба шла из России. Это больше, чем до 1922 года Европа потребляла нефти и газа из России. Можно сказать, что Европа сидела на зерновой игле. И этот экспорт хлеба, главная доходная статья российского экспорта, при Витте постоянно рос. При этом поначалу, когда Витте еще работал на железной дороге, он как-то не углублялся в тему состояния деревни, сельского хозяйства, считал, как-то это работает. Но на посту министра быстро вник в суть дела и в 1905 году доложил Николаю II, что именно община является, цитирую, неодолимым препятствием к улучшению земледельческой культуры. Было собрано специальное совещание по аграрной реформе. И вот надо сказать, что весь замысел будущей аграрной Столыпинской реформы, все это начиналось в этом совещании под руководством министра Витте. Собственно, при Витте была отменена круговая порука, и начались первые реформы на селе. Вообще Витте обвиняли в антидворянской политике, в том, что он поддерживает промышленников, купцов, капиталистов. Все это идет в ущерб дворянскому земледелию, ведет к росту внешней задолженности, потому что деньги привлекались из-за границы на реформу. Витте отмахивался. Он вообще был невысокого мнения о дворянах, в кавычки. Большинство же дворян в стиле государственном представляют собой кучку дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей, ничего не признают. Естественно, его в высшем свете терпеть не могли. И объективно, как карьериста, выскочку, и субъективно, характер у него был не сахар, за словом в карман не лез. Вот так Витте подошел к десятилетию своего пребывания в должности министра финансов и в 1903 году неожиданно был отправлен Николаем в отставку. И на следующий же день назначили на другую должность председателя комитета министров. Как писали тогда в газетах, Витте упал кверху с министра на председателя комитета министров. Ну, на самом деле это было понижение, конечно, потому что должность председателя комитета министров, я расскажу чуть позже, она была совершенно символическая. Ничего председатель комитета министров не решал, каких властных рычагов у него не было. Почему отставка? Объяснять это, как объясняют в учебниках, личная антипатия Николая II к Витте было бы слишком просто. На самом деле в основе всего лежали
серьезнейшие разногласия внутри правящей элиты по поводу экспансии Российской империи на Дальнем Востоке. Там билось несколько партий. Говоря упрощенно, это была партия тех, кто стоял искренне, всей душой. У нас пытаются это объяснить какими-то личными материальными интересами семьи Николая II, чуть ли не его самого богатого человека в мире. Интересами гвардейского офицера Безобразова, интересы безобразовская клика, так называемая банда Безобразова, в которую входили и великие князья, члены императорской фамилии, отдельные министры. Символом ее был гвардейский кавалергард Безобразов, доверенное лицо императора Николая. Безобразовская клика якобы преследовала какие-то финансовые интересы, купила лесные концессии в Корее и из-за этого втянула Российскую империю в войну с Японией. Но это, конечно, полная галиматья. Все члены этой партии были людьми более чем обеспеченными. Хотя, наверное, какие-то интересы могли и быть. Рулили амбиции. Это были сторонники экстенсивного, экспансионистского пути развития империи. Они мыслили проектом, вот у нас есть Малороссия, Новороссия, Белороссия, а там на Дальнем Востоке у нас будет Желтороссия. Корея уже падает в руки России. Весь северный и восточный Китай уже почти наш, там прошла КВЖД, там русское население чуть не в половину. Там наши казачьи войска стоят. Это войска, подчиненные Минфину, софинансируемые Минфином по охране железной дороги, но их там много. На самом деле такая большая ЧВК наша. Мы вводим войска для охраны наших лесов, лесных концессий. Там Порт-Артур взятый в аренду. Они мыслили масштабом экстенсивного расширения империи, но столкнулись с интересами и Англии, и Германии, и Японии, США. С другой стороны, был Витте, сторонник мягкого экономического проникновения в Китай. Мы лучше все там купим потихоньку, мы скупим все земли, мы построим железную дорогу, мы населим города нашими рабочими и инженерами, мы будем владеть всем бизнесом в Китае. И так, не спеша, без эксцессов, без войны, мы расширим там наше влияние. Кавалергарды хотели всего быстро и маленькую победоносную войну. Вот эти противоречия по поводу проекта Желтороссии, я о нем расскажу обязательно в отдельной лекции. Конечно, главная причина отставки Витте, потому что сторонники экспансии все время упирались в сопротивление фактического главы правительства и распорядителя огромными деньгами Сергея Витте. Но были и другие причины. 1903 год. Министр финансов Витте отправлен неожиданно в отставку. И причиной конфликт внутри элит по поводу экспансии Российской империи на Востоке, в районе Кореи, Северного Китая, Маньчжурии. Конфликт вокруг проекта «Желтороссия». О нем мы поговорим отдельно, когда будем рассказывать о русско-японской войне. Второе, конечно, Витте за эти 10 лет на главном министерском посту нажил себе огромное количество врагов. Вот что о нем писал начальник полиции того времени Лопухин. Кавычки. «Бюрократический Петербург хорошо знал Витте и характеризовал его всегда так. Большой ум, крайнее невежество, беспринципность и карьеризм». Кавычки закрываются. Вот умеют наши полицейские сказать, как сочетается большой ум с крайним невежеством, я лично понять не могу. Но я прекрасно понимаю главное, чем раздражал Витте всех окружающих, все партии вокруг. Витте принимал решения. Он умел принимать решения и доводить принятые решения до какого-то финального результата. Ведь в чем специфика чиновничьей работы на самом верху? Она очень простая. У тебя есть два пути. Первый, ты плывешь по течению, слушаешь, как там руководство, и не принимаешь решения. И тогда ты всех устраиваешь. Может быть, веренная тебе отрасль будет не очень шустро развиваться. Может быть, рано или поздно начальство скажет, а что там этот человек делает? Но это скорее поздно, чем рано, потому что у тебя не будет врагов. Каждое принятое решение – это обычно кто-то один довольный и 10 недовольных. Причем тот один, который доволен, он обычно считает, что так и должно быть. И принять данное решение был твой священный долг и важнейшая обязанность. Это не заслуга лица, принявшего решение, а твоя заслуга как субъекта этого решения.
то, что тебя в данном случае поддержали. Твой проект, а не какой-то другой. А вот 10 других, чьи проекты не поддержаны, и чьи идеи отвергнуты, они уже твои враги на всю жизнь. Поэтому принимать решения – это самый тупиковый путь пытаться выстроить долговременную карьеру. Такие люди рано или поздно всегда слетают. Не удержался даже сам Витте. Он держался, пока опирался полностью на такую же глыбу Александра III, а вот при лавирующем и неустойчивом его сыне слетел. Ну и вообще имидж человека, который рулит большими деньгами и принимает большие решения, всегда очень и очень хрупок. Тем более, когда ты министр финансов, главный министр в империи. А почему ты принимаешь эти решения? Наверное, есть какой-то интерес. Миллионы на этом зарабатываешь, негодяй. Жулик ты, Витте. Его так и звали оппонента. Сергей Жульевич. Не Юльевич. Сергей Жульевич. Лавкач, дока и проходимец. А плюс ко всему, беспринципный делец. Это еще образ у думающей интеллигенции. Это уже писал философ Розанов. Выражает общее умонастроение, серебряный век, красота думающего культурного Петербурга. Кавычки. Грустную сторону Витте составляет то, что он не интеллигентен, как математик по образованию и финансист по призванию. А эти вещи не духовные. Вероятно, он даже Пушкина не читал. Это все в нем отвратительно. Далекий от культуры человек. То, что за 10 лет руководство Минфина, бюджет Российской Федерации, Российской империи увеличился в 2 раза протяженность железных дорог при бешеных темпах строительства и до Витте. В 2 раза. А внешний долг его так обвиняли, что вся индустриализация Витте построена на иностранные деньги. Это ляжет тяжелым бременем на будущие поколения. А внешний долг России за эти 10 лет увеличился всего-навсего на 20%. По нынешним меркам ничто, пыль, ноль, ни о чем. Это не главное. Главное, что он Жульевич, хотя не доказано, и Пушкина не читал. Возможно. Царь откупился от Витте. Дал ему разовую премию при увольнении. 400 тысяч рублей, огромные деньги. Вспомним, что всю свою предыдущую жизнь Витте бегал от судебных приставов, которые пытались взыскать с него 200 тысяч долгов за отца. Так продолжалось долгие годы, пока, в конце концов, Александр III волевым решением не прекратил эту историю. И дал красивую должность – председатель комитета министров. Что такое комитет министров? Комитет министров создан был давным-давно, а еще при досточтимом благословенном Александре I. Это был некий совещательный орган при царе, куда входили министры, и то не все, которых царь мог собрать, но, как правило, никогда не собирал. Реальный орган управления, то, что у нас сегодня называется правительство, тогда называлось кабинет, либо совет министров, был создан только при Александре II. Возглавлял совет министров лично государь-император. Входили туда, помимо министров, еще самые ближайшие, самые доверенные члены императорской фамилии. Вот это был реальный орган управления. Проблема только в том, что комитет министров никогда не собирался, потому что он никому не нужен. А совет министров собирался только тогда царем, когда царь хотел посоветоваться со своими министрами, выслушать разные мнения и принять личное решение. Так было при Александре II, так было при Александре III, но так не было при Николае II. Потому что Николай II не считал нужным собирать совет министров по всяким текущим вопросам, вызывал министров поодиночке на доклады, а все попытки инициировать заседания правительства воспринимал, будучи де-факто главой правительства, как стремление втянуть государя-императора в борьбу партии. Ну, так и было, конечно. Конечно, все хотели его втянуть, но ты же государь-император. Соответствует. Как способ оказать давление на него, как самодержца. А Николай II не любил давления. Он же таки хозяин земли русской. А что на него давить?
заставлять принимать какие-то неприятные решения. Поэтому никаких полномочий у Витте не было, даже права доклада у императора регулярного, раньше как у министра финансов. Витте был расстроен, Витте нервничал, брюзжал, особенно возмущался, что Николай II не послушал его по дальневосточному вопросу и все-таки втянулся в войну с Японией, а потом долго и упорно не хотел идти на мир. Это брюзжание было крайне язвительно. Витте писал, кавычки, «Государь по свойственному ему оптимизму полагался на лучшее. Ведь Серафим Саровский предсказал, что мир будет заключен в Токио». Что значит мир будет заключен в Токио? Имеется в виду, что до Берлина за 3 дня мы дойдем. Помоем сапоги в Персидском заливе. Ну и все такое. Что мир будет заключен в Токио, сказал Серафим Саровский. А значит, только одни интеллигенты могут думать иначе. Все, всякие враги, пораженцы и прочие типа Витте. Но прошло время. Война шла не так, как планировали. И после Цусимы государь-император понял, что надо заключать мир. Мы бы воевали и дальше сколько угодно. И год, и 2, и 3. И война на истощение неизбежно привела бы к полному разгрому Японии, державшейся из последних сил. Но проблема была не во внешнем враге, не в изоляции международной, агрессивно-негативной со стороны великих держав. Проблема была в колоссальном внутреннем неустроении. Страна полыхала, забастовки, горели имения. Полным ходом развернулись революционные брожения 1905 года. И вот здесь состоялось триумфальное, неожиданное возвращение во власть Сергея Витте. Возвращение терминатора. Витте все время выступал публично и не публично за заключение скорейшего мира с Японией. Не потому, что мы проигрываем войну, нет. Витте говорил, армия наша не бита, это знает весь мир. Биты наши порядки, бита наша неустроенность. Надо навести порядок, успокоить страну, а потом заниматься внешними делами. Когда после Цусимы, наконец, Николай II согласился на мирные переговоры с Японией, встал вопрос, кого туда отправить. Сначала все советовали отправить Витте, потому что, кавычки, туда надо жулика послать, а никто лучше Витте там такие дела не оборудует. Хитрец, переговорщик. Царю трудно далось такое решение. Первоначально на предложение главы МИДа направить Витте царь так и написал резолюцию красным карандашом. Только не Витте. Но в итоге отказались все, потому что полагали, это слишком рискованно для их репутации, ибо мир придется заключать тяжелый, по сути, пораженчески. Ну, не поверите, но в те времена даже для царских сановников первого уровня еще существовало понятие чести и репутации. Не хотели ехать. Не хотели оставлять свое имя в истории, как подписавшие под пораженческим миром. Все отказались. Ответственность на себя взял только Витте. Только он согласился возглавить нашу делегацию в Соединенных Штатах. США тогда... История. США взяли на себя функцию главного переговорщика. Как помирить гигантскую Россию с маленькой, но упорной Японией, опирающейся на поддержку иных великих держав. Установка на переговорах была простая. Ни пяди нашей земли, ни рубля военных издержек. То есть ни земель, ни контрибуции. С этой установкой от Николая Витте выехал на переговоры. Тактика в США его была простая. Прикидываться, что мир России не нужен. Видали мы японцев в гробу. Но при этом не допустить срыва переговоров. Потому что война была для нас пагубна. Нельзя было опять возобновлять войну. Поэтому Витте постоянно прибегал к уловкам, чтобы показать, насколько мы не заинтересованы в продолжении переговоров и подписании мира. В решающий момент он мог, например, отправить своего помощника узнать расписание пароходов в Европу и забронировать несколько десятков билетов для членов делегации, мол, готовы мы уезжать. Или, например, распорядиться, чтобы все члены делегации одномоментно забрали свое белье из прачечной, что было тут же доложено японцам. Все, русские уезжают.
С другой стороны, в отличие от японцев, которые были очень закрыты, не давали интервью, не общались с людьми, не встречались с прессой, Витте показал себя блестящим шоуменом и пиарщиком. Он и в России, будучи министром финансов, ввел уникальную для того времени практику, давал интервью. Он объяснял свою позицию, он пытался убедить общественное мнение в правильности решения правительства. Более того, Витте активно подкупал авторитетом и подкупал деньгами средства массовой информации. Причем, если у нас в России он не платил газетчикам напрямую, а содержал несколько литературных агентов, тогда так говорили, сейчас бы сказали пресс-секретари, или нанятые пиар-агентства, которые формировали в России, в российских СМИ общественное мнение и в правильном свете старались представить политику правительства, то в Европе там все было гораздо более продажно. И во Франции, например, Витте просто через своих агентов покупал французские газеты, которые доброжелательно писали о росте российской экономики, о выгодности инвестиций в Россию, о твердости и эффективности российского правительства. Тем самым формировалось мнение, что французские банки давали нам суды на лучших условиях в ожидании будущей прибыли, а французское правительство было лояльно по отношению к русскому, потому что все газеты Франции, а там же республика, выборы, все газеты Франции пишут, как выгодно и правильно сотрудничать с Россией. Впоследствии как-то писали, что своей вот этой политикой бесконечного подкупа Витте полностью развратил французскую прессу. Может, оно и так. Если так, хорошо. В США он работал так же. Был открыт для журналистов, давал интервью и комментарии, посещал бедные кварталы американских городов, целовал детей, брал на руки, всячески играл на публику, приходил в железнодорожное депо, жал руки машинистам под фотографов, хлопал их по плечу. Да я сам работал машинистом, да я тут кочегаром, мог в топку забросить несколько лопат, эта работа мне тоже знакома. В общем, спустя некоторое время «Таймс» с удивлением обнаружил, что все в Америке за русских. И, как пишет обозреватель «Таймс», тут только я начал понимать, каким великим артистом перед нами выступал этот русский Витте. Помимо всякой пиар-шумихи и посещения кварталов бедняков, была, собственно, сама напряженная работа на переговорах. Переговоры шли без остановки ежедневно, по 2 заседания в день в обстановке полной секретности. Япония побеждала в войне. Япония требовала себе весь Сахалин. Сахалин был занят японскими войсками, уже контролировался. Япония требовала всю КВЖД до Харбина и полную контрибуцию, это миллиарды рублей золотых, чтобы оплатить все свои военные издержки. Требования наши – не отдавать ничего никому. В итоге сложнейших переговоров был достигнут компромисс. Мы отдали японцам половину Сахалина, часть КВЖД, и ни рубля контрибуции военных издержек, потому что отдавать было нечего. Бюджет был пуст, страна была фактически разорена. Это был хороший результат для России в тех условиях. По крайней мере, всем так казалось. Витте, ставший дворянином от отца, выслужившегося наследственное дворянство, получил графский титул. Наконец-то превзошел род своей матери. Граф Витте тут же был назван газетчиками оскорбительно графом полусахалинским. В чувстве юмора нашим не откажешь. Но японцы, когда японская делегация вернулась в Японию, их там чуть не разорвали на части. Япония вообще не понимала, почему после выигранной войны они получили так мало. Ни рубля издержек, разоренную экономику, какую-то несчастную половину железной дороги, которая в своей половине не имеет никакого смысла без русской половины. И половину какого-то пустого Сахалина с несколькими селениями каторжников. Все. Витте вернулся в Россию в сентябре 1905 года. А дальше, помним с вами учебник истории, осенняя октябрьская всероссийская стачка, бешеный рост терактов, ситуация становится критической. Николай II думает о введении военной диктатуры, вызывает своего дядю главнокомандующего. Тот говорит ему, что диктатура невозможна, поскольку полицейские и жандармские части ничтожны
своей численности в России был очень маленький репрессивный аппарат. Вся численность страшного жандармского корпуса, вот эти мундиры голубые, это госбезопасность современной поры, всю Российскую империю, численность населения которой превышает численность населения РФ, а территория превышала, ого-го, сравните карты, а численность всей госбезопасности была 10 тысяч человек всего. 10 тысяч. Более того, эти 10 тысяч еще и отвечали за безопасность на железных дорогах. То есть это не только ФСБ, это еще ФСБ плюс охрана железных дорог. Ничтожный аппарат безопасности, ненадежная армия, уставшая после тяжелой войны, после поражения, мы страну не удержим. И тут Витте предлагает царю альтернативный план, альтернативной диктатуре, тем более, что диктатура военная невозможна. Он якобы сказал царю, процитирую: «Прежде всего, государь, постарайтесь водворить в лагере противников смуту. Бросьте им кость». Противники – это все и слева, и справа, и с центра, и главным образом революционеры, социалисты, радикалы. Интеллигенция. Те, кто требует больше власти. Вот в качестве такой кости Витте предложил конституционный путь. Не надо думать, что некогда славянофил, монархист и ультрареакционер Витте вдруг стал либералом. Нет. Он просто был прежде всего прагматиком и циником, который считал, что да, в данных обстоятельствах пойти по пути ограничения самодержавия – это лучший способ спасти страну от гражданской войны, от новой пугачевщины. Если мы не можем подавить революцию, надо перетянуть на свою сторону всех умеренных, всех, кого нет сил давить. Так родился высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 года. Манифест 17 октября, который, по сути, стал самой большой политической реформой в истории дореволюционной России. Витте не был единственным автором этого манифеста, но он был главным редактором. Текст готовился под его прямым руководством. Из этого манифеста явствовало, что в стране объявляется полная свобода печати, совести, собраний, союзов, полная личная неприкосновенность, уравнение перед законом всех подданных независимо от вероисповедания и национальности, создание объединенного правительства, которое не будет вмешиваться в грядущие выборы в Государственную Думу. Собственно, манифест о созыве Государственной Думы был раньше, но было непонятно, как это реализовывать. Теперь будет понятно. Госсовет империи преобразовывался за счет включения в него выборных представителей, а также, самое главное, обещалось: ни один закон не будет введен императором без согласия избранной Государственной Думы. Это была еще не конституционная монархия, но это была очень сильно ограниченная монархия. Монархия, которая впервые поделилась властью официально, по закону, с народом. И вдогонку к этому манифесту правительством были разработаны еще целый ряд законов, которые в деталях прорабатывали, по сути, были такой коллективной конституцией. Далее необходимо наводить порядок в стране, успокаивать страну. И вполне естественно, что тот, кто взял на себя ответственность предложить путь умиротворения умеренных, путь ограничения самодержавия, Николай II категорически не хотел. У него там буквально руки тряслись подписывать этот манифест. Тот, кто предложил этот путь, тому и было и предложено стать первым в стране полноценным председателем правительства, первым премьер-министром, председателем Совета министров. Тот, кто сможет со всеми участниками процесса, левыми, правыми, радикалами, социалистами, как-то договориться. Первым председателем Совета министров в истории страны становится граф, уже граф Витте. Он переезжает в Зимний дворец, в императорскую резиденцию. Царь с семьей в Царском Селе. Он не живет и не работает в Зимнем. В Зимнем теперь живет и работает премьер-министр. Теперь Зимний дворец – это как сейчас в современной России Белый дом, дом правительства Российской Федерации. Первый премьер-министр граф Витте – это вершина карьеры этого невероятного честолюбца. Но продлилась чуть больше, чем у Наполеона. Полгода. 185 дней всего граф Витте был во главе правительства. Как разворачивалась ситуация? Результаты манифеста. С одной стороны, всероссийская стачка прекратилась. Чуть-чуть началось успокоение. С другой стороны,
радикальное крыло, эсеры, социал-демократы, решили, что это слабость правительства, и надо требовать еще больше уступок, надо давить до конца. Результатом становится декабрьское вооруженное восстание в Москве, Красная Пресня. В Москве не было полицейских в достаточном количестве, чтобы подавить вооруженное восстание рабочих. Никакой тебе Росгвардии, и чекистов, никаких вооруженных сил пришлось перебрасывать из Петербурга, и силами гвардейского пехотного полка восстание было подавлено. Это что касается радикалов. С другой стороны, правые черносотенцы решили, что это какая-то немыслимая уступка оппозиции. Витте Иуда. Вот. И они решили наводить порядок сами своими силами. Начались массовые погромы против евреев, студентов, бацилла революции, правый террор. По оценкам Большой российской энциклопедии, убито было после манифеста правыми более 4000 подозреваемых в революционности, всяких там студенческих интеллигентов. Николай II был разочарован. Ему обещали, что после манифеста все успокоится, все пойдет на спад. А тут, наоборот, полыхает. Из дневника Николая II. Кавычки. Странно, что такой умный человек ошибся в своих расчетах на скорое успокоение. Не оправдался и расчет Витте на примирение с либералами. Кадеты, октябристы, вроде бы сторонники твердого порядка, конституционной монархии, но и они не захотели создавать объединенное правительство общественного доверия вместе с представителями царской администрации. И Гучков, и Милюков, и другие стали выдвигать все новые и новые требования. Созыв учредительного собрания, в общем, дальнейшая либерализация России. Не могли они тоже остановиться и успокоиться. И тогда Витте резко разворачивает политический курс, и видя, что по-хорошему договориться ни с умеренными, ни с радикалами не получается, по согласованию с ним министр внутренних дел Дурново начинает массовые аресты, начинают расстреливать бунтовщиков в регионах, потому что судить 1000 людей невозможно. Начинаются призывы подавлять террор силой. Николай II в замешательстве. Только что ему предлагали реформы, а тут Витте переобулся и наоборот. Кавычки. Николай II. Теперь он хочет всех вешать и расстреливать. Но я никогда не видел такого хамелеона. Благодаря этому свойству своего характера почти никто ему больше не верит. Он окончательно потопил себя в глазах всех. Это не свойство хамелеона. Это политический прагматизм. Точно так же, как Ленин перепрыгивал от военного коммунизма и продразверстки к НЭПу, разворачивая свою политику на 180 градусов, лишь бы удержать власть. Шел на изменение политических подходов. Точно так же и Витте. Это Ленин, только монархист. Он мог менять свою позицию 10 раз, лишь бы сохранить империю и сохранить императорскую Россию, сохранить Романовых у власти. Параллельно он решал еще одну сверхважную задачу. Не было денег, страна была банкротом после русско-японской войны. Революция сопровождалась финансовой паникой, угрозой дефолта. На какой-то момент Минфин даже объявил о временном прекращении обмена билетов на золото. Для того, чтобы удержать паритет рубля к золоту, чтобы не произошел массовый отток иностранных инвестиций, чтобы экономика выстояла, нужно было этот паритет сохранить. А для этого требовался новый займ. Денег у страны нет. Витте смог это провернуть. Сначала он обратился к банковским домам Ротшильдов. Те отказали, якобы из-за еврейских погромов в России. Потом затеял сложные личные переговоры с французскими банкирами, которые согласились дать ему займ при условии, что Российская империя поддержит Францию в случае ее возможного конфликта с Германией в Африке по поводу колонии. Будет конфликт, не будет, чем будет поддерживать Россия. И Витте, как прагматичный политик, понимал, что это вопрос послезавтрашнего дня. Вопрос сегодняшнего дня – получить деньги и удержать экономику страны. Как писал прославленный историк Евгений Тарле, последнее выступление графа Витте на международной арене связано с заключением колоссального апрельского займа 1906 года в Париже. В этом деле Витте опять обнаружил необычайную изворотливость ума и силу своих дипломатических дарований. Была созвана конференция банкиров, по итогам которой Россия получит 1 миллиард рублей, это почти половина стоимости всей войны с Японией, и обеспечит
возвращение золотого стандарта рубля спасет страну от дефолта. Сменщик Витте на посту премьера по фамилии Горемыкин, вот умел наш государь-император подбирать людей с говорящими фамилиями, напишет: «Государь все это время еле выносил Витте. Терпел его только потому, что без него не достать было денег». Ну что ж, деньги достали. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Но отставки не было. Николай II в этот раз не проявил инициативы. Витте сам подал прошение об отставке. Мотивировал тем, что его затравили. Его не поддерживает никто, ни император, ни члены кабинета, ни правые, ни левые. Нервный срыв. Может быть, он ждал, что император не примет это заявление, уговорит его остаться на посту премьера, продемонстрирует свою поддержку. Так бывает. Нервное истощение. Деньги достал, экономику спас, тянуть дальше сил нет, нужна мощная поддержка. Но поддержки он не дождался. «15 апреля 1906 года. Судьбоносный день для Российской империи. Именно тогда, 15 апреля 1906 года, царь мог отвергнуть отставку Витте, дать ему дополнительные полномочия, дать ему возможность работать так, как давал возможность Александр III. Вот что напишет государь-император в своем дневнике. Лично для себя. Кавычки. Чем знаменит для Николая II день 15 апреля? В час ночи отправился на глухарей. Убил 3 глухарей. Вернулся в 6 утра. Спал до 10. Имел 3 доклада. Завтракал с Фредериксом, министра двора. Долго говорили с ним о церемониале открытия Государственной Думы. Принял отставку Витте. Обедали с Марией и Дмитрием. Вот где-то между церемониальным завтраком и 3 глухарями одной строчкой царь принял отставку Витте. И вроде бы бог с ним. Говорят, Витте его тяготил, заслонял. Была у них личная антипатия. И действительно, невысокого роста, спортивный, но худощавый государь и громадный медведь Витте. Не знаю, что в этом было больше, личного или общественного, как сейчас говорят. Личное нерасположение императора и императрицы. Или сложились факторы. У националистов он враг русского народа Иуда, член мирового масонского правительства какого-то тайного. А у реакционеров он, наоборот, красный, он потакает революционерам с этим манифестом. А у либералов он враг, охранитель самодержавия, сатрап. Милюков говорил: общество вам не верит, мы знаем ваше преступное прошлое. Ну, преступное в том смысле, что он монархист. Так Витте проделал путь наоборот. Обычно в молодости мы все либералы-революционеры. И кто у нас в молодости не либерал, тот не имеет сердца, а кто в зрелости не консерватор, тот не имеет разума. Но у Витте этот путь был наоборот. От консерватора в молодости до либерала в зрелости. После отставки он продолжал вызывать такую жгучую ненависть черносотенцев, что они дважды пытались его убить. Все склоняются, что покушения были организованы Союзом русского народа, крайне правой организации, в знак мести Витте за потакание революции. Бомбы бросали в дымоход в его доме. Ну, надо сказать, что наши черносотенцы, конечно, фиговые бомбометатели и террористы. Не то, что народовольцы. Ни одна бомба не взорвалась, обе застряли где-то в дымоходе. Неумехи, короче. Витте в отставке, или как бы в отставке, не утихал. Ему было всего 57 лет. Продолжал интриговать, выступать в СМИ, даже как-то бороться за возвращение во власть. На каком-то этапе потом ему надоело, стал проситься послом в Париж, чтобы уехать подальше от всего этого. А послом в Париж его не отпустили. Вот так жил частной жизнью. В кругу семьи Витте был совсем другой. Мягкий, добрый, любящий дед, любящий муж, но при этом тоже шел во всем наперекор общественному мнению. Под тем меркам очень свободен во взглядах на семейные отношения. Женатый был дважды, и оба брака рискованные. На разведенных женщинах это не приветствовалось.
Да еще ладно, первая жена, дочь офицера, хотя бы русская, с ребенком. Прожили вместе 11 лет, к сожалению, скончалась. После смерти первой супруги через год Витте увидел в театре женщину, в которую влюбился, и попросту увел ее у мужа. При этом любовь была необычайная, совсем не по расчету, потому что по расчету это противоречило всему здравому смыслу. Витте уже занимал крупный пост в этот момент в Минфине. Возлюбленная еврейка, она в православие перешла, только выйдя замуж. Матильда. Муж развод не давал. Витте грозился включить весь административный ресурс. И даже грозил ему административной высылкой. В конце концов, просто выкупил жену у него. Дал ему отступных за развод. При этом, понимая, насколько строг государь-император Александр III в этих вопросах, Витте, собираясь жениться, одновременно подал прошение об отставке из министерства. У нас нет других свидетельств, но поверим на слово Витте, как отреагировал на это прошение император Александр. Вот что он сказал Витте, кавычки. «О том, что вы хотите жениться, я знаю от шефа жандармов. Во всех его деталях». КГБ работало. «Вам нет никакого повода выходить в отставку. Потому что если бы вы не женились, при всех тех условиях, которые имели место, имеется в виду его ухаживание нарочитое, этот скандал с мужем, так вот, если бы вы не женились, я бы вас не уважал. А ваше намерение жениться указывает на то, что вы честный человек. А поэтому я усугубляю к вам мое доверие и уважение». Вот так. Такой был Александр III. К сожалению, счастлив в работе, не совсем счастлив в семье. Жену его не принимали в свете и не пускали во дворец. Собственных детей у Витте не было. Он очень любил дочь первой жены. Дочь от второй жены, звали ее Вера, она выйдет замуж за родовитого дипломата Нарышкина, может быть, кто-нибудь помнит. Была история с Нарышкинским кладом. Несколько лет назад в Петербурге была реконструкция так называемого дома Нарышкиных или дома Нарышкиных Витте. И вот в ходе реконструкции охранник заметил, что ночью рабочие, таджики, что-то там вывозят в мешках в «Газель», и в этих мешках что-то брякает, звенит. Догнал, мешки открыли, оказалось столовое серебро. Где они его там нашли? Ну, видимо, где-то замуровали, спрятали внутри стен. И когда эти стены вскрывали, этот Нарышкинский клад открылся. 400 килограммов серебряной посуды. Полные сервизы. Ну, фактически музейная коллекция. Совершенно уникальный клад. У него была огромная publicity, как бы сейчас сказали, огромная известность. И он как мог пытался эту известность конвертировать в то, чтобы влиять, давать советы, высказывать свое мнение. Журналисты любили Витте. Он сетовал, мол, ни реформа, ни золотой рубль, ни портсмутский мир с японцами не составят ему славы, а чтобы была слава, надо было не принимать решения, а надо было, подобно его далекому предшественнику, министру финансов Гурьеву, изобрести какую-нибудь вкусную штучку. Вот гурьевская каша, знаменитый десерт. Вот если бы он что-нибудь такое изобрел сладенькое, этим бы он и остался в истории. Кому этот золотой рубль и железные дороги нужны? И даже пытался изобрести. На роль вклада в кулинарию претендовали так называемые виттевские пирожки. Это такие горячие ватрушки с ледяной зернистой икрой, подаваемые к водке. Но не повезло, по крайней мере, так как министру финансов Гурьеву. Этими ватрушками с икрой, то ли с икрой у нас проблемы, то ли после революции было. Не до ватрушек, так они массового распространения и не получили. В народе продолжали рассуждать о витиевских миллионах. Он же Сергей Жульевич, к тому же живет довольно открыто. 2 особняка. Особняк в Петербурге, особняк во Франции, вилла в Биорице, богатей. Его официальные доходы вполне позволяли приобрести и содержать эти 2 дома. О размерах накопленного состояния можно судить по завещанию, где он очень подробно, все-таки финансист, описал все свои ценные бумаги и вложения. Итого, облигации китайского займа 593 тысячи марок, тогда это примерно 1200 рублей. Акции Владивостокской железной дороги 633 тысячи марок, добавьте еще 300 тысяч рублей. И акции Дворянского земельного банка 175 тысяч рублей. Столько лет при власти
миллиардами распоряжался, но даже на 1 миллион себя не натянул. Ни о каких миллионах Витте речи не было. С ватрушками Витте не повезло со вкладом в кулинарию, но, можно сказать, повезло с датой смерти, если так можно, конечно, говорить. Повезло в том смысле, что он не дожил до революции и не видел полного финального краха, созданной им индустриальной России, по крайней мере, тогда на начальном этапе советской власти. Он умер зимой 1915 года в Петербурге от менингита в возрасте 65 лет. Похороны были в Александро-Невской лавре. Присутствовал весь нобилитет, все, кто его проклинали. Правительство в полном составе, Государственный совет в полном составе, все послы, не было только императора. Говорили, собрались все сановники империи, может быть, в последний раз в ее истории. Николай II якобы, со слов французского посла Палеолога, сказал: «Большой очаг интриг погас вместе с Витте». И, помолчав, добавил: «Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением». Говорил это Николай или не говорил, мы не знаем. Ни одного свидетеля, кроме этого французского посла, у нас нет. А французский посол был тот еще интриган. Может быть, все и придумал, либо поменял слова местами. Не знаем. На надгробии Витте, которое сохранилось по сей день, сходите в Александро-Невскую лавру, поклонитесь, сохранилась надпись, сделанная по завещанию Витте. Собственно, одна. Помимо имени и дат рождения и смерти, 17 октября 1905 года. Видимо, все-таки этот день введения ограниченного самодержавия и символа самых больших политических реформ в истории империи считал Витте главным днем своей жизни, повелев написать это на своем надгробии. У него были сложные отношения с начальниками. Александр III Витте ценил до такой степени, что доплачивал ему зарплату из своих собственных средств. Дело в том, что когда Витте брали на работу в Минфин, в предыдущем месте работы, управляющим юго-западными железными дорогами, у него было жалование колоссальное по тем временам, 40 тысяч рублей в год. А жалование директора департамента железных дорог Минфина 3000 рублей в год. Посчитайте, во сколько раз меньше. Тогда Александр III от себя лично доплачивал ему ежегодно 10 тысяч, плюс из казны еще можно было так выкрутиться. Ему доплачивалось 3000 рублей столовых и 2000 рублей квартирных. Итого в совокупности Витте, перейдя на государственную службу, получал вместо 40 тысяч рублей 20. То есть потерял в 2 раза. Но император дал ему возможность реализовать все свои амбициозные планы. Он понимал, что в деньгах Витте потерял, не в 15 раз, так в 2, но зато каков честолюбец, как он сможет себя проявить. Витте проявил себя и отвечал Александру Третьему преданностью. Он писал в мемуарах: у Александра Третьего было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца. Как семьянин это был образцовый семьянин, как начальник, хозяин – это был образцовый начальник и образцовый хозяин. Я никогда не встречал того чувства уважения к государственной копейке, которой обладал император. У Александра III никогда слово не расходилось с делом. Что он говорил, было им прочувствовано, и он никогда не отступал от сказанного. Но эта черта по наследству, конечно, не передалась. И вот что пишет Витте о Николае II, к которому относился плохо. Мемуары Витте – вещь вообще субъективная, там вообще нет никого хорошего. Кроме самого Витте, его супруги и Александра III. Все остальные, в лучшем случае, слабаки, а в худшем негодяи. Но почитаем характеристику Николая II. Отдавая должное тому, что он человек хороших способностей и хорошего образования, очень быстрого и цепкого ума, Витте добавлял: Николай II с трудом терпит людей, которых он в душе почитает выше себя, в моральном и умственном отношении, только при нужде. Он чувствует себя в своей тарелке тогда, когда имеет дело с людьми, которые менее даровиты, нежели он. Жестокая характеристика для большого руководителя. Говоря о мемуарах Витте, которые были очень популярны, кстати, у нас в 90-е годы во время глобальных реформ, почему-то наши реформаторы все время в качестве авторитета обращались к образу Витте. Он там и о Столыпине неплохо пишет, что Столыпин с ним не советовался, игнорил. Витте обижался. Особенно сильно он обиделся в личном плане,
когда Столыпин не заблокировал по просьбе Витте решение Одесской городской думы переименовать улицу Витте, да, улица в Одессе, где учился Витте в университете, при жизни была названа его именем, и при жизни же его Одесса сменила это название на улицу Петра I. Якобы Столыпин пообещал это дурацкое решение отменить и не сделал этого, чем, по мнению Витте, поступил крайне низко. Ну, вообще, реформы Столыпина, крестьянские реформы Столыпина, земельные, они начинали уже, вынашивались при Витте, поэтому, наверное, Витте считал себя их реальным идеологом, автором, которого история задвинула на задворки, а Столыпин, по мнению Витте, занял исторически принадлежавшее его место. Видимо, в этом-то и был смысл такой ревности. В конце жизни к Витте подкатывал Распутин, хотел как-то его использовать, и говорил, что Витте первый в России умник, только папу и маму мало почитает. Все норовит по-своему. А папа и мама, соответственно, Николай и императрица, этого не любят. Папа и мама любили это, не любили, это не важно. Но когда мы говорим о России 13 года, помните, Советский Союз любил очень сравнивать статистически, сколько в России 13 года производилось того-то, а сколько того-то. Ну, в СССР любили сравнивать телевизоры, холодильники и автомобили. Мы же уходим в другую крайность и говорим о России 13 года несколько идеализирует. Но это идеализированная Россия, которая на самом деле четвертая экономика мира, иногда говорят пятая, после США, Германской империи, Британской империи и гигантской Франции с огромными колониями, как минимум пятая, а скорее всего четвертая, с самыми высокими в мире темпами развития промышленности, индустрии. Это, конечно, Россия Витте. Именно при нем система налоговой политики, тарифной политики позволили создать лучшие железные дороги, собственную оборонную промышленность. Это страна, где были свои минусы. Колоссальная монополия в промышленности, очень монополизированный капитал, большое влияние иностранного капитала. Но это минусы, которые легко оборачиваются в плюсы. Монополизирована была вся промышленность в мире тогда. Экономика начала 20 века – это экономика Дюпонов, Морганов, Рокфеллеров. Со временем государства с этим разберутся, примут антимонопольные законодательства. Россия тоже пошла бы по этому пути. Тот факт, что в России была высокая доля иностранного капитала, на мой взгляд, это неплохо. Потому что капитал не имеет национальности. Капитал имеет точку приложения и интересы. Мы это видим на примере того иностранного капитала, который оказался после начала СВО очень быстро либо напрямую, либо косвенно российским. Слава Богу, что он был. Слава Богу, что были эти заводы, производства. То, что мы имеем возможность национализировать или, по крайней мере, как-то использовать технологии, подходы, учиться, в конце концов. Поэтому лучше иметь у себя передовой иностранный капитал, промышленность, которая все равно будет работать на нас, чем не иметь ничего. В этом плане, безусловно, Витте был прав. У него не было убеждений, хамелеон. Нет, скажу, прагматик. Человек, который был погружен в интересы империи. И большое, редкое качество финансиста, министра финансов, который относился к общеимперским деньгам, к казне, к бюджету, как к деньгам своим. В хорошем смысле этого слова. Распоряжался ими как личными в интересах империи. Есть забавная история. Тогда было своеобразное отношение к государственным деньгам у аристократов. Они почему-то считали, что могут претендовать на бесконечные дотации, поощрения и подарки из казны. И вот какие-то очередные полуразорившиеся, неудачные аристократы а-ля Раневские, Вишневый сад, графья и Рюриковича забросали царский двор письмами о том, как им тяжело, как они впали в долги, и просили эти долги за них закрыть. Речь шла о сумме, условно, 500 000 рублей. Огромная сумма. Так наглость была еще и в том, что помимо 500 000 они просили и вспомоществование в размере еще примерно таком же. Лоббистом этих аристократических семей выступали члены царской фамилии. Ну как же так, мы же друзья, вместе служили, надо помочь. Николай II, надо отдать ему должное, возмутился и даже стал пререкаться собственной матерью.
если я буду каждому раздавать из казны по 500 000, то ничего из наследия нашего государя, батюшки Александра III, в Украине не останется. Но все эти упирательства закончились тем, что пообещал вспомоществования не давать, но хотя бы закрыть за них долги, чтобы не оказались в долговой яме представители одной из знатнейших фамилий империи. И отправил их к Витте. Но Витте относился к деньгам государя, к деньгам империи как к своим. Поэтому он продолжил торг. Сумму стал снижать с 500 000 до 150 000. А остальное, мол, заработайте сами, я подскажу вам, как. Надо вообще работать. Хватит дворянам этим бездельничать. Работать надо. Я вам скажу, во что вложиться, в какие акции, заводы. Работайте, работайте. В общем, вдовствующая императрица, как говорили потом, 2 года не разговаривала с Витте в обиде на то, как он жадничал денег, не своих, государевых, и не давал их по ходатайству императрицы к очередным разорившимся графьям. Вот такой был Витте, жадюга. Перед Первой мировой Витте сделал 2 прогноза, удивительным образом сбывшихся. В беседе с кем-то из журналистов. Скоро Россия первая очутится под колесом истории. И второй. Если начнется война, Европа обескровит себя и разорится, а все европейское золото уплывет за океан. Барон Розен так вспоминал реакцию Витте, когда он получил известие о начале Первой мировой. «Я никогда не забуду, как он метался по комнате взад и вперед, беспомощный свидетель некомпетентности и глупости, ввергшей нацию в катастрофу мировой войны. Войны, которая могла привести к уничтожению трудов всей его жизни и обрекала страну на разрушение и погибель. Мы оба понимали, что грядет конец всего, что было нам дорого, ради чего мы жили». Странно, потому что в начале войны все надеялись на быструю победу. Но вот Витте смотрел как в воду. Говоря о графе Витте, можно долго рассуждать о роли личности в истории, о роли того, чего можно было добиться в империи и нельзя было добиться своими силами. О характере, который, безусловно, погубил Витте, не дал ему возможность удержаться при власти, но, с другой стороны, без этого характера он бы не был самим собой и, наверное, ничего бы не достиг. Можно рассуждать о том, что бы было, если бы такие люди, как Витте, Столыпин, объединились, сохранилась ли бы империя. Сторонники Витте говорят, это была фигура уникального масштаба. Последний из могикан, или последний великан в российской истории. Фигура, равная по масштабу преобразования Петру I или Екатерине II. Еще раз, пик популярности Витте в нашей стране – это 90-е годы. Тогда проводили конференции, медаль памяти Витте. Реформаторов 90-х сравнивали по масштабу преобразований, по решительности с реформами Витте. Говорили, Витте современности – это Чубайс. Я не шучу. Можете посмотреть в интернете. Мне кажется, это сравнение глубоко оскорбительно было бы для Витте. Ничего не хочу сказать личного о реформаторах 90-х. Там были совершенно разные люди. И очень меркантильные, которых мы сегодня знаем по списку Форбса прекрасно. И настоящие бессеребренники, которые работали честно, как могли, как умели, и не нажили никаких капиталов. Но тут важно ведь не степень их личной честности. Важен результат. Решительные, жесткие и не всегда популярные реформы Витте привели страну к росту населения, росту промышленности и сельского хозяйства и на первое место в мире по темпам роста экономики. А решительные реформы младореформаторов 90-х привели экономику страны к краху и разрушению, а саму страну поставили на грань распада. Поэтому, когда мы говорим о 90-х 20 века, то это лихие 90-е. Когда мы говорим о 90-х 19 века, мы должны называть их великими 90-ми. Можно, говоря о Витте, и рассуждать вообще о судьбе реформатора. Это Спиранский. Великий был реформатор за 100 лет до Витте. Говорили, что он франкофил, агент французской разведки и вообще масон. Либерал, копает под самодержавие. Про Витте говорили, что он германофил, потому что он сторонник германской модели развития экономики, жесткого протекционизма, что он юдофил и тайный сторонник еврейского, масонского, всемирного какого-то правительства. Ну и, естественно, после манифеста тоже стал либералом,
копает под самодержавие. Витте свои реформы довести до конца не смог. По крайней мере, большую часть из них. Одна вещь мне в Витте очень нравится. Весь его экономический курс был нацелен на то, чтобы, сохранив самодержавие, сохранив величие империи, дать людям максимум экономической свободы. То есть сделать страну свободной не политически, сделать страну свободной прежде всего экономически. Дать людям большие возможности по зарабатыванию денег. И не случайно именно при Витте Российская империя занимала второе место в мире по количеству иммигрантов. Второе после США. Тех, кто приезжал, чтобы остаться в России. Я хотел бы закончить одной интересной цитатой, где я подпишусь буквально под каждой буквой. Кавычки. Государство не столько создает, сколько восполняет. Истинными же создателями являются все граждане. Не налагать руку на самостоятельность граждан, а развивать ее и всячески помогать ей. Вот долг государства. Это слова Витте, которые процитировал президент Путин в одном из своих посланий к Федеральному собранию. Государство не должно заниматься экономикой вместо граждан. Оно должно помогать гражданам, поддерживать их самостоятельность, предприимчивость и инициативу. Вот идеология отца русской индустриализации графа Витте. И вот, наверное, главный урок, который мы должны извлечь. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего самого доброго. Мы уже записали эту передачу. Тут я решил сделать постскриптум маленький. Второй финал. Витте был математиком, финансистом. Но у него не было полноценной семейной жизни, потому что у него не было детей. Были две приемных дочери, которых он очень любил, от первой, от второй жены. И были внук и внучка, которых он просто обожал. И вот последний день жизни Витте. Он очень мучается, у него тяжелый менингит. Но он в сознании. К нему приносят письмо от его 10-летнего внука. Я читаю воспоминания дочери Витте. В этом письме 10-летний молодой человек в самых официальных выражениях требовал выплаты своего еженедельного пособия в размере 20 копеек. Больной немедленно попросил перо и бумагу. Было видно хорошо, каких усилий стоит ему малейшее движение. Жена хотела любой ценой помешать ему утомлять себя, но он рассердился и стал медленно выводить ответ своему дорогому мальчику. Писать нужно было очень разборчиво, чтобы Лёва сам мог прочитать. Больной много раз останавливался, его рука падала на подушку. Перед тем, как подписать конверт, он прочитал письмо жене голосом, в котором звучал его прежний юмор. Письмо бывшего министра финансов Витте своему 10-летнему внуку. Многоуважаемый Лев Кириллович, по видимости, я должен вам некоторую сумму денег в счет вашего еженедельного вознаграждения, коль скоро вы не получали постыдных отметок. Я прошу прислать вас мне счет и приложить к нему документ, подтверждающий ваше прилежание, по получении коих я непременно направлю вам сумму, которую обязан выплатить. Остаюсь ваш с уважением, граф Витте. Министр финансов, который выплачивал по 20 копеек в неделю своему внуку, при условии получения отличных отметок, мышь не проскочит. Внук должен был прислать ему копию еженедельного дневника и счет, потому что деньги любят счет. При графе Витте деньги Российской империи были в полном порядке. Как нам нужны такие министры и премьеры в тяжелые времена? Дай Бог, их есть у России и еще будет. Спасибо вам за любовь к русской истории. А рано или поздно памятник графу Витте, наверное, у нас появится. При случае займемся. Всего вам доброго.